Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем сегодня бесплатный вебинар, связанный с эзотерикой. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Она будет связана с большим количеством, наверное, медитативных практик, которые я сегодня совершенно безвозмездно для вас озвучу. Пусть это помогает всем людям, которые на сегодняшний день не могут зарабатывать деньги, не могут справиться со своими нервными состояниями, не могут обрести везение. Я считаю, что если есть информация, которая может помочь несчастному человеку сделать себя счастливым, а я тот человек, который давал в свое время обещание служить людям и приводить или привести, мое обещание было привести мир к такому состоянию, чтобы в мире было большое количество счастливых людей. И надеюсь, та информация, которую сегодня я буду давать, она будет по силам тем людям, которые услышат эту информацию, и в дальнейшем поможет им изменить свою судьбу. Что же такое, в моем понимании, медитация? Это определенные формулы психокоррекции, самопознания, духовного, наверное, мировосприятия, которые могут помочь человеку, скорее всего, полностью видоизмениться. Но это не все. Многие из них по непонятным причинам изменяют еще и пространство вокруг нас, отношения по отношению к нам, окружающих людей, а также самих нас. Ну, начнем. Вначале отвечу, конечно же, на вопросы, которые вы задаете. Итак, Зульфия спрашивает: здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, талисманы и символы, которые продаются, они заряжены? Да, они заряжены, я над ними работаю. Дмитрий Черноморец: здравствуйте, привет из Кишинева. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, учитель, добрый вечер всем. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Нас сегодня здесь достаточно много, я надеюсь, нас будет еще больше. Привет из Италии. Прохладно, но философия это что-то. Все психическая энергия. Брависсимо. Спасибо за знания. Пожалуйста. Всем доброго вечера. Итак, начнем с одной из самых любимых моих медитаций. Я сегодня буду давать большое количество медитаций, насколько хватит у нас времени. Я думаю, что у нас будет не длительным вебинар. Он займет, скорее всего, у нас где-то час или полтора времени. И после этого я уйду. Почему я решил сегодня провести такой вебинар? Я бы хотел ту информацию, в которой я больше совершенно не нуждаюсь, ее не продавать, а просто давать бесплатно. Именно поэтому я выложил бесплатно первую ступень, потому что считаю, что старая первая ступень, она уже прошлый век и малофункциональная. Это как Samsung прошлого, там позапрошлого года по отношению к тем телефонам, которые есть сейчас. Или как какие-нибудь HP ноутбуки, старые с установленным Windows, не знаю, там 93, по отношению к MacBook'ам нового поколения с 6-ядерными процессорами и так далее. Именно поэтому я решил, что информация, которой я не пользуюсь, она должна принадлежать людям, иначе эта информация в дальнейшем будет мной потеряна, и в дальнейшем я не смогу эту информацию передать. А книги писать я не могу по каждому поводу, именно поэтому я решил дать совершенно бесплатно вот такую вот информацию. Итак, сегодня о медитациях. Какие, по моему мнению, медитации привели меня к успеху? Какие медитации были наиболее всего эффективны в моей жизни? Есть ли какие-то эзотерические медитации или эзотерические практики, которые могут помочь человеку выбраться из тяжелого финансового состояния? Об этом сегодня пойдет речь. Итак, наверное, самая главная и самая интересная практика, которую я помню, начал использовать еще в 2001 году или в 2000 году, это была медитация черного и белого. Что это обозначает и к чему она приводит? Оказывается, на протяжении всего дня человек дышит в Бога. На протяжении ночи Бог дышит в человека. Бог условно это информация, Бог условно это безвременное пространство, человек условно это временное пространство. Между человеком и Богом находится прослойка энергии, которая называется информационное поле. Вот почему человек или его душа, объединяясь с Богом, теряет всю информацию, которая находится в прослойке этой, и после этого, возрождаясь, рождается вновь в новом теле.
Я не хочу об этом дискутировать, к сожалению, хотя мне есть что сказать по поводу перерождений и других тем, которые проповедуются в религии, различных. Почему я решил об этом несколько слов сказать? Я могу сказать, что в моей жизни были, как мне казалось, сны, это были видения, в которых мне показывали, как я нахожусь в другом месте. После этого удалось посмотреть название улицы. Со временем, когда появился интернет, я нашел название улицы, нашел того человека, кем был я в прошлой жизни. И после этого, выехав в то место, где я находился в прошлой жизни, узнал, кем же я был, где учился и так далее. То есть я как раз один из тех примеров, когда человек не теряет информацию прошлой жизни, а может эту информацию вспомнить. Таким образом, я могу сказать, что тупиковость, которая была указана в некоторых религиозных направлениях, тупикова. Почему? Потому что она говорит, что человек после смерти не возрождается. Я могу утверждать по своему собственному опыту, что это не так, и что человек перерождается, так как я точно нашел место, где я жил, вспомнил свою фамилию, а также определил, чем я занимался в прошлой жизни. Вот вам одно из доказательств. Теперь для меня это является фундаментальным доказательством, потому что самому себе можно доказать, а если кто-либо что-либо говорит, не веришь. Вот для меня это является концепцией, я этой концепции доверяю. Поэтому я считаю, что смерть это не конец. Я считаю, что смерть это начало новой жизни. Именно поэтому не стоит этого бояться. Мы в своей жизни будем рождаться, перерождаться. Итак, с чего я начинал? С белого и черного. Я считаю, что человек может обрести везение, тотальное везение. Как сейчас помню, что как только начал я делать данную медитацию в своей жизни, то мне сразу же начало очень сильно вести. С деньгами, в жизни начала получаться предпринимательская деятельность. Могу сказать, что до того момента, пока я начал заниматься такой медитацией, было ощущение, как будто все занято. Все ниши бизнеса заняты, все красивые женщины заняты. Чем бы я ни начинал заниматься, было ощущение, как будто делаешь шаг вперед, 3 назад, и ничего совершенно не получалось. Также я могу сказать, что это происходит практически у большинства людей. То есть человек делает шаг вперед, и после этого 3 шага назад. Так вот, после того, когда я начал выполнять данную медитацию, могу сказать, что она не была придумана мной, меня научили определенные люди. После этого начали выигрываться тендера в городских советах, подписывались документы, заявления, просьбы. Они подавались мной или теми людьми, которые со мной работали, и мне не было отказа. Вы представляете? И я не мог... люди, которые рядом со мной находились, они не могли понять, что же со мной такого происходит и почему вдруг у меня начало очень сильно все получаться. Начало увеличиваться материальное благополучие, везде начало все идти как по маслу. Одним словом, я обрел то состояние, которое я называю состоянием везения. Это было связано как раз с тем, что я каждое утро на протяжении аж целых 3 минут занимался определенным видом медитации. Что же я представлял? Я ее назвал для себя условно медитацией везения. Она выполняется при помощи определенного дыхания. При этом на вдохе я представлял, что в середине своего тела я вижу черную зияющую пустоту, а на выдохе я представлял, что вокруг моего тела я вижу яркое белое сияние. Выполнял я это всегда с открытыми глазами. И вот что я понял со временем. Почему человек должен представлять в середине себя темное? Дело в том, что темное это некий вакуум, который создается в середине тела или в середине моего энергетического поля. Такой вакуум любой создает притяжение. И притяжение, оно должно быть сформировано еще и образом, который должен прийти в мою жизнь. Это образ яркого, светящегося, образ света. Таким образом, если человек на выдохе представляет, на вдохе, вернее, представляет в середине своего тела темное, а на выдохе представляет вокруг себя светлое, или наоборот, то он фактически включает в середине своей души вакуум, который притягивает через образ яркого белого света, притягивает в свою жизнь большое количество везения,
Также, когда представляем это все в середине груди, пустоту, то это убирает негативные состояния, связанные с нервными состояниями. Если в середине живота, то включает вакуум и приобретается в жизни, вернее, реализовывается желание. Если в голове представляем пустоту или темноту такую, то появляются идеи и великолепные мысли. Что вам сказать? Данный метод является для меня одним из самых концептуальных. Я могу сказать, что данный метод мне очень в жизни помог. И с этого метода я сегодня решил начать этот разговор. Василий Гайдук. Милые девушки, дорогие наши дамы, вы лучшие. Ну, согласен, да. Андрей Андреевич, вы сегодня очень мужественно выглядите. Желаю вам хорошего вебинара. Ой, большое спасибо, очень приятно. Здравствуйте из Тюмени. Здравствуйте, я однажды был в Тюмени, даже не один раз, а несколько раз. И могу сказать, что мне очень это понравилось. Особенно понравилось, когда я был ранней весной, было еще холодно, лежал снег, и я ездил на купели, которые находятся в купели, которые находятся за городом. Делал это ночью. На голову капал снег, а внизу я плавал под открытым воздухом в горячей воде, которая пахла сероводородом. Незабываемые впечатления, могу сказать, что такого никогда в жизни моей не было. Очень-очень понравились такие вот купели. Итак, медитация номер 2. Это медитация, о которой я очень часто говорю, это медитация малыша. Как необходимо, что необходимо выполнять или что необходимо представлять и для чего выполняется данная практика. Это очень простой метод, который я рекомендую использовать особенно невезучим людям. Скажите, есть ли люди, которые плохо относятся к детям? Сразу же хочется дать ответ. Если человек относится плохо к маленькому ребенку, это говорит о том, что у этого человека есть определенное психическое нарушение. Возможно, там депрессия, невроз или еще что-то. Практически не бывает ни одного человека, живущего на Земле, который бы совершенно пассивно и без всяких эмоций относился бы к чужому или своему маленькому ребенку. Именно поэтому существует определенный вид практики, который помогает человеку обрести хорошее к себе отношение. Это метод, который называется «обрести в себе маленького ребенка». Как его необходимо использовать? Это определенного образа медитации. Допустим, такси не останавливается. Что? Необходимо представить, будто вы маленький ребенок. Там, допустим, никто вам не уступает место, никто не хочет вам там что-то продать, что-то дать, там как-то для вас подписать, что-то сделать. Скажите, маленького ребенка хотят защитить? Хотят. Как использовать данную медитацию? Когда вам что-то необходимо в этот момент представить себя просто маленьким ребенком. Все медитации необходимо выполнять с открытыми глазами, и желательнее всего медитации выполнять днем, а не на ночь. Андрей Андреевич, мотает, трудно порой на ногах стоять, по левой стороне тело тянет, до ступни от головы напряжение длится. Все это много лет, за рулем не могу ездить, влево тянет. Можно ли с этим что-либо сделать эзотерическими методами? Эзотерическими методами можно сделать. Каким образом это необходимо сделать и что необходимо делать? Вам необходимо выполнять метод ёршика, о котором я рассказываю на своем семинаре, который называется «Эзотерическое целительство. 3-я часть». Вам необходимо пройти мой семинар «Эзотерическое целительство. 3-я часть», где я рассказываю о методе ёршика, который очищает сосуды. Также я могу сказать сегодня, что вчера вышла в свет или появилась в свет моя новая книга, которая называется «Магические методы лечения человека». Вот я ее держу в руках. Очень необычная книга. Оглавление: нестандартные способы лечения, лечение простыми домашними способами, эзотерическое лечение золотом, серебром и медью, нить-целитель, целебное масло, терапия ванная, душевая вода, целитель, сакральные методы лечения, цифровые коды лечения и очень древние рецепты. Открою что-нибудь.
Стоматит. Лизнуть немного соли, после чего сосать, не глотая, несколько волосков женских длинных. Можно еще несколько волосков с красной коровы, вымытых предварительно и промытых в спирту. Слезоточение. Окуривать лицо дымом от возжигания камфоры. 4 пальцами любой руки, ногтями немного надавливать центр лба от роста волос до переносицы, так, чтобы не было больно. Тиреотоксикоз щитовидной железы. Натирать натуральным шарфом из шелка горло ежедневно так, чтобы образовывалось электричество. Вводить им только по передней стороне горла. Убрать песок в органах. Можно, если прикрепить к позвоночнику ровную рейку из овчины или березы. И с ней несколько дней ходить, спать, и при этом можно без нее. Убрать боль с плеча, шпору. Нужно взять крышку от пива металлическую и к ней прикрепить магнит. Так, чтобы прилепился этой стороной, прикрепить к больному месту. Боли в плече носить 24 часа, после чего необходимо выкинуть. И очень-очень много здесь разных рекомендаций. Они очень необычные. Книга называется «Магические методы лечения». Я думаю, что в понедельник мы уже выложим на сайте kailas.market версию для покупки в PDF. А также ее можно уже заказать в бумажном виде тоже на нашем сайте kailas.market. Рада присутствовать на вебинаре. Помогите, пожалуйста, сейчас в России, в Архангельской области, на станции ШИЕС идет противостояние местного населения с московской фирмой, которая хочет на болоте сделать огромнейший полигон для московского мусора. Сможем ли мы отстоять свой север? Как можно помочь людям? Ответ такой: никак. К сожалению, вы, не поможете никак. Почему? Дело в том, что есть такая особенность. В мире выигрывают деньги. Поэтому люди, которые сейчас там бастуют или еще что-то делают, они идут не тем путем. Что эти люди должны делать? Они должны объединиться. После этого собрать деньги, каждый там по 1000 рублей. И на эти деньги нанять очень дорогого адвоката, который будет рассматривать эти вопросы, выдвигая эти вопросы в там, городской совет, в областной совет, лоббируя интересы, говоря о чем-то. А так это ни о чем. То есть можно ли как-то помочь людям? Никак нельзя. Почему? Потому что мы живем в мире, где совершенно другие условия, и вопросы решаются совершенно другим способом. Они решаются согласно Конституции. А любые манифестации, а также митинги, даже если они за правду, считаются противостоянием государству. А также в случае, если во время этих митингов что-то начинает там взрываться, или кто-то кого-то там толкает, или что-то там происходит, что-то зажигает покрышку, то это называется террористический акт. Именно поэтому, находясь в Российской Федерации, я бы не рекомендовал даже участвовать в таких актах, потому что любое воспламенение, допустим, просто зажигательной смеси или любое воспламенение покрышки может идентифицироваться милицией как террористический акт, и после этого все люди, участвующие, могут получить срок за участие в террористическом акте. И всех могут объявить ИГИЛом после этого. Очень аккуратно. Конечно, только таким образом. Далее, можно ли эзотерическим образом? Да, только нужно собрать у людей деньги и отдать такому человеку, как я. Тогда вместо юриста будет сидеть Дуйко и будет там что-то делать с теми людьми, которые... То есть у вас все равно выход один. Нужно собрать деньги и кому-то заплатить. Андрей Андреевич, у меня такой вопрос. Я читаю мантры, коды и заговоры, которые вы даете, но пока ничего не получается. Скажите мне, пожалуйста, надо обязательно стать учеником школы Кайлас, чтобы все получалось? И еще достичь... Во сне я говорю на языке, который дочь не слышала, что это может быть. Я вам хочу сказать, что единственная возможность сделать так, чтобы эзотерика работала профессионально с человеком, это начинать ее постигать с того, что вы должны пройти первую ступень. Она сейчас, первая ступень, выложена совершенно бесплатно в YouTube. Вам для этого необходимо набрать в YouTube первая ступень, первый день, школа Кайлас, Андрей Дуйко. И после этого начинать просматривать. Первая и вторая прошлые ступени, которые я проводил ранее, они сейчас совершенно в бесплатном доступе находятся в YouTube. Смотрите, это даст вам возможности и понимание того, как необходимо работать с эзотерикой.
Добрый день, Андрей Андреевич. Какой нужно купить у вас талисман для учебы, чтобы ребенок хорошо учился? Талисман для учебы. У нас есть такой талисман. Купите у моего ребенка Славика. В комнате стоит такой талисман. Итог. Ребенок хорошо учится, а также закончил школу хорошо, сейчас является отличником. Очень интересно ваше мнение по поводу теории плазменных близнецов. Я, к сожалению, не знаю такой теории, ничего вам сказать не могу. Но, вероятно, я немножко отстал. Но обещаю обязательно об этом почитать или посмотреть видео. Помню ваш рассказ про ваше детство. Как до смерти тетя спрятала деньги в диван. И вы смогли подсказать дяде, где они. У меня сложилась похожая ситуация. В марте умер отец. Знаю, что что-то оставил. Помогите, пожалуйста. А вы мне скажите... Вот скажите мне, зачем мне это делать? То есть необходимо ли мне это делать? Вот кто из вас на сегодняшний день готов что-то сделать для меня бесплатно? Вот, допустим, есть здесь люди, которые занимаются строительством. Вы готовы для меня посвятить мне там 2 или 3 часа и ложить там доски, стирать мое белье, пилить что-то строить, что-то копать? И после этого сразу же у человека появляется такая идея: не, ну я не готов. Ну а почему я, человек, который зарабатывает на эзотерике, должен делать это безвозмездно? Здравствуйте, мне интересно, что со мной стало. Я телевизор вообще не смотрю, это как только просыпаюсь, включаю ваши выступления, слушаю. Но у нас в Сибири уже ночи, не получается послушать вживую. Вот и сейчас очень хочется спать, так что опять буду завтра слушать. Правильно, вам нужно отдыхать. Ничего страшного. Человек должен отдыхать, это необходимо ставить на первое место. А Дуйко подождет. У вас впереди целая жизнь. Живите с этой позиции. Более 40 лет жила с диагнозом опущения почки, с вердиктом врачей не лечится. Стала делать поклоны на коленях и с первого же раза ощутила легкость в области почек. И уже забыла, что у меня такое было. Низкий вам поклон, гуру. Да, кстати, по поводу тех людей, которые хотят полечиться от разных заболеваний, я рекомендую выполнять поклоны. Также во время проведения нынешнего горного курса я буду давать целый ряд упражнений, которые могут убрать у человека все заболевания, включая опухолевидные новообразования и так далее. Среди этих упражнений, одно из упражнений — это поклоны, когда человек ставит вот так руки и вот таким образом начинает долгое-долгое время кланяться перед собой земле. Спасибо за интересные информационные вебинары. Добрый вечер. Есть ли какие-нибудь эзотерические практики в день рождения 8 июня? Я рекомендую в день рождения обязательно как можно больше радоваться. Дело в том, что день рождения — это время, когда ребенок появился на свет. Когда ребенок появляется на свет, он проходит родовые пути, после чего испытывает сумасшедший стресс, и это является началом для его новой жизни. Таким образом, каждое наше день рождения связано лишь с одним эзотерическим обычаем, который я рекомендовал бы вам в вашей жизни совершать. Каждый раз, когда у вас есть день рождения, обязательно в начале дня сложите руки перед собой вот таким образом и произнесите свое желание, которое вы хотите, чтобы исполнилось до следующего года. Таким образом, ваше желание обязательно исполнится до следующего года. А если желание ваше исполнится, то на следующий день рождения не забудьте себе приобрести подарок. Таким образом, вы зациклите или рассчитаетесь с той энергией, которая для вас создала событие, при котором исполнилось ваше желание, и наградите того, кто в этом участвовал, то есть себя. Я могу сказать, что мои желания исполняются, и каждый раз, когда мое желание исполняется, я обязательно делаю себе дорогой подарок, который мне очень нравится. Таким образом, могу сказать, что со временем я научился делать так, чтобы все желания мои исполнялись. Вот очень приятно. Далее, медитация далее. Как совершенно быстро сделать так, чтобы муж и дети вас начали любить? Хочу вас научить методу, который я условно назвал именно так. Как сделать быстро так, чтобы муж и жена начали вас любить. Данный метод, я рассказывал о нем на некоторых ступенях, рассказывал, на некоторых не рассказывал. Я начну с самого метода, а после этого вспомню историю. Каждый раз, когда вы разговариваете со своими детьми или мужем по телефону или онлайн, в этот момент представляйте, будто вы общаетесь с очень-очень маленьким ребеночком, и вам очень хочется о нем заботиться. Да так, что прямо аж в горле комок возникает. В случае, если у вас пьющий ребенок,
то каждый раз, когда вы с ним разговариваете по телефону, ощущаете комок в горле, как будто вам его искренне жаль, как матери. Таким образом, в случае, если вы это будете делать, то у вас мгновенно изменится состояние по отношению к вам детей. Дети изменятся, они будут совершенно другими. Так можно много рассказать о данном методе. Почему? Данный метод чрезвычайно удивителен. Мне одна женщина даже рассказывала, как только она начала разговаривать по телефону и чувствовать по отношению к своему сыну, как будто он очень маленький ребенок, сын очень быстро женился, бросил пить алкоголь, перестал играть в игровые автоматы. Это случай в моей практике был не единичный, это многослучный такой случай. То есть я могу сказать, что мужья гулящие становятся верными, мужья-идиоты становятся умными, не умеющие зарабатывать начинают зарабатывать. И лишь только используя данный метод, который использовать очень легко, представлять так очень легко, я очень рекомендую это делать. И я могу сказать, что это метод номер 3, о котором я сегодня совершенно бесплатно с вами поделился. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, в каких случаях, если делишься информацией, она с тобой не работает? Информация никогда не работает с человеком, если она не куплена им. Вот смотрите, вот... Вы для того, чтобы заработать деньги, работали. Фактически работа является тем, что вы тратите часть своей жизни и в дальнейшем эту часть жизни обмениваете на деньги. После этого за деньги покупаете информацию. И эта информация, она выглядит так. Вы потратили часть жизни и получили информацию, на которую тоже была потрачена часть жизни. Таким образом у вас произошел обмен. Вы жизнь заменили на жизнь. Таким образом, часть чужой жизни стала фактически вашей жизнью. А когда вы делитесь информацией, когда человек свою жизнь не потратил, то тогда этот обмен не происходит, к сожалению. Также очень хороший вопрос был, Андрей Андреевич, как необходимо помогать людям? Я хочу вам сказать, что если вы помогаете людям или у вас есть желание помогать людям, очень часто об этом говорится, о милосердии, особенно в христианских направлениях, говорится о милосердии людям, о том, что людям необходимо помогать, о том, что необходимо отдавать, о том, что если отдашь больше, то получишь еще больше и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, я с этим согласен, если помогать вещами, едой и чем-либо, но не деньгами. Почему не деньгами? Ответ этому звучит так. Вот смотрите, деньги существуют для того, чтобы что-либо покупать на деньги. Ну, кто с этим не согласен, наверное, тот, кто никогда денег не имел. То есть, когда человек деньги зарабатывает и с ним рассчитывается, то их функциональная особенность заключается в том, чтобы на эти деньги можно было что-то приобрести. Еду, одежду, жилье, услуги, я не знаю, что-либо еще. То есть можно сказать, что деньги существуют для того, чтобы на них что-то, и дальше слово такое, покупать. А когда вы отдаете деньги просто так другому человеку, у которого есть проблема в жизни, то тогда скажите, что вы у него за эти деньги купите? То есть в том случае, если человек говорит, у меня есть неприятность, и вы с ним отдаете ему деньги, то что вы делаете? Давайте я вам скажу. Вы покупаете что-то у этого человека, даже если вы думаете, что вы помогаете. На самом деле нет у вас проблем, допустим, с жильем, а у человека есть. Вы ему даете деньги, после этого человек рассчитывается за это жилье, а вы у него фактически покупаете эту проблему, которая в дальнейшем в вашей жизни произойдет. У человека неприятности с законом, он занимает деньги, вы у него покупаете эти неприятности законом. И вы знаете, тот человек, который у вас занимает на то, чтобы решить свои проблемы, фактически занимается черной магией. Почему? Потому что заняв у вас деньги и рассчитавшись за свою проблему, он фактически перемещает свою проблему вам, потому что вы ее добровольно, безвозмездно себе приобрели. То есть вы себе ее купили. В Америке очень часто просят пожертвования, как правильно давать пожертвования, как подарок отдавать. Пожертвование может идти только в виде просад. А это еще что такое? Вы можете купить одежду и пожертвовать такую одежду детям. Вы можете купить печенье и раздать тем, кто нуждается в этом печенье. Вы можете приобрести препараты и раздать тем, кто нуждается в препаратах. Вы можете что-то купить. Не отдавайте свои деньги, не покупайте неприятности. Купите на это деньги
то, что нуждается или в чем нуждается ребенок или взрослый, и отдайте ему это. Так это работает. Даже в странах ислама там барашку покупают, после этого режут эту барашку и раздают людям, но не раздают деньги. Это только в христианстве вот так работает. А родителям как лучше помогать? Родители с нами связаны кровью. Кровные родственники, они должны друг другу помогать как угодно. И деньгами, и не деньгами, чем угодно. А можно помочь Абрамовичу купить яхту? Ну, можно, скорее всего, помочь Абрамовичу купить яхту. Если вы знакомы с Абрамовичем, можете купить яхту. Я бы на вашем месте, уважаемые господа, никогда бы не шутил с такими людьми, как Абрамович, Рабинович и так далее. Почему? Коломойский. Это совершенно другой тип не человека, а людей, которые объединены и у которых есть один руководитель. Когда вы говорите Абрамович, то это не один человек. Это группа людей, объединенных одной задачей, у которых было со временем там определенные задачи, они их реализовывали. А просто это миф. Обычные люди со своей колокольни обычно говорят, там, Абрамович очень богатый человек. Я не согласен с этим. Почему? Потому что группа, которая находится вокруг Абрамовича, они очень богатые люди. А сам по себе Абрамович или там Березовский или еще кто-то, они сами по себе просто обычные люди. Скажите, если не отдать долг магу, шарлатану, как можно эзотерически сделать откуп? Я считаю, что если человек шарлатан, ему необходимо об этом сказать. Прямо так и сказать. Вы шарлатан, и я больше не хочу с вами общаться. Откуп никакой не нужен. Наоборот, в случае, если человек забрал у вас или не забрал, а не сделал, вы ему должны об этом сказать и сказать, что я этого делать не буду. Хоть он эзотерик, хоть он человек. Работа сделана, за это платят. Работа не сделана, за это не платят. Добрый вечер всем, Андрей Андреевич, подскажите, как можно избавиться от боли в пятке? Очень больно стало наступать на ступню, особенно когда посидишь. И вечером, даже когда не наступаешь на ногу, после защемления нерва стало беспокоить. Это говорит Елена. А давайте Елену сейчас я полечу. Итак, у нее ножка болит, и я сделаю так. И сейчас через 10 минут Елена пусть напишет, болит у нее ножка или нет. У меня деликатный вопрос касаемо моей внучки. Как можно с вами связаться? К сожалению, со мной связаться никак нельзя. Я людей не принимаю. Почему я не принимаю людей? Дело в том, что если я вам скажу сейчас свой номер телефона, то я сделаю или устрою для себя ужасную жизнь. Почему? Однажды, сказав номер телефона, я убедился в том, что огромное количество людей звонило, и мой телефон ни на секунду не умолкал. Это было несколько дней подряд, и днем, и ночью. До сих пор периодически звонит там на протяжении дня огромное количество людей. Что пришлось на время отключать телефон. Я понимаю, что я необходим людям, но дело в том, что я необходим большому количеству людей, а это делает меня, к сожалению, уже недоступным. Пишите обязательно письма. Я обещаю эти письма прочитать. Далее. Подскажите, пожалуйста, чем можно помочь? У меня заложенность носа, и в гландах собираются гнойные комочки. Спасибо. В нашей компании есть препарат, он называется лангин. Просто используйте лангин спрей для ополаскивания горла, а также используйте лангин в виде питья. 1 чайная ложка на стакан воды, лучше минеральной. Также я очень рекомендую полоскание горла соленой водой. Также очень рекомендую взять люголь аптечный, после этого смазать этим люголем себе гланды и забыть навсегда уже об этом заболевании. Не успела приобрести онлайн ритуал провода гневных духов. Будете ли вы в этом году еще проводить этот ритуал? Да, я скорее всего проведу. Еще 3 раза скорее всего проведу данный ритуал. Итак, сегодня мы разговариваем о медитациях. Существует ли медитация, которая может помочь человеку избавиться от внутренних страхов? Ответ есть да. Существует медитация, она потрясающая, она очень простая. Она помогает человеку избавиться от страха и в дальнейшем стать этому человеку совершенно бесстрашным человеком. Выполнять ее нужно очень долго, при этом она очень эффективна. Для этого необходимо сесть на стул, как я сейчас сижу. Кстати, ее необходимо
выполнять исключительно сидя, исключительно с открытыми глазами. И после этого начинать дышать, делая вдохи и выдохи так, чтобы мысленно контролировать их и убирая максимально из них элемент задержки и дрожания. И вы представляете, когда человек боится, он начинает задерживать дыхание или начинает делать так, чтобы его дыхание дрожало. Если вы научитесь контролировать вот такое дрожание, то вы будете бесстрашным человеком. Также запомните, в случае, если вы чего-либо боитесь, начните дышать так, чтобы у вас вдохи, выдохи без задержки были абсолютно ровными и в них исчезало дрожание. Такая медитация мгновенно убирает страх, и человек практически тут же перестает бояться. Очень эффективно работает. Медитация, как стать бесстрашным. А теперь секрет. На Земле не бывает людей, которые ничего в жизни не боятся. Чем отличается человек бесстрашный от того человека, который всего боится? Бесстрашный человек отличается от бесстрашного, от человека, который всего боится, только тем, что бесстрашный человек не показывает вида в тот момент, когда он боится. Именно поэтому бесстрашный человек — это тот человек, кто отработал у себя определенное качество не подавать или не проявлять никаких эмоций в тот момент, когда он боится, точно так же, как тот человек, который боится. Именно поэтому я очень рекомендую научиться выполнять медитацию, при помощи которой на лице появляется определенного образа маска, которая контролирует дрожание или контролирует эмоции. Человек после этого кажется мужественным и бесстрашным. Это держание перед стеной или держание стоя во рту большого клубка или большого яблока или большого шерстяного клубка открытым ртом. В случае, если человек вот так открывает рот, ставит яблоко и удерживает его 1-2 минуты на протяжении каждого дня, хотя бы 10 дней, то у него появляется определенное качество. Если он не хочет, то никто никогда не может определить, какая же из эмоций сейчас находится у него в сердце. Поэтому человек становится или приобретает качество контролировать мимические морщины своего лица, делая все для того, чтобы люди, которые на него смотрят, никогда не видели, что он боится. Очень легко, видите? Леонора Бьянки, ура, еще будет. Тоже не получилось пройти проводы духов. Очень жалею пройти. Конечно. Спасибо, Андрей Андреевич, за знания. Вот только сомнения. Иногда получится ли у меня их постичь? Научи меня любить и прощать. Жизнь такой, какая есть, принимать. И еще тебя прошу, подскажи, как мне слышать голос вечной души. И судьбу благодарить, не роптать, с музой об руку идти, не терять. Как, встречая перекрестки пути, по счастливой тропинке идти. Это написал Алла, написала. Видите? Только почему на вы? Почему на ты? Необходимо на вы. А еще, когда вы спрашиваете, еще тебя прошу, подскажи, как мне слышать голос вечной души. Я могу вам сказать, голос вечной души вы не услышите, потому что наша душа, она напрямую связана с Богом, а Бог молчалив. Таким образом, душа вам ничего не подскажет, а вот эмоции подскажут, а также могут так наколотить, что после этого всем окружающим места будет мало. Скажите, пожалуйста, через какое время могут заработать коды и медитации от заболеваний? Они должны работать мгновенно, если их выполнять каждый день не менее чем 30 минут, не менее чем 40 минут. Андрей Андреевич и все присутствующие, как можно характеризовать то, что происходит? Вот, к примеру, интересует какой вопрос, и тут включаешь компьютер и попадается как раз либо ваше видео, какая-то группа, где есть ответ на этот вопрос. Это практически стало постоянно после того, как начал интересоваться эзотерикой. Почему так происходит и кто в этом помогает? Когда человек чего-либо желает, то у него происходит завихрение. Эти завихрения, они создают огромное количество совпадений. Когда человек везучий, то почему он везучий? Он движется на пути духовного роста. Чем выше становится элемент духовности, тем больше везения у человека появляется. Таким образом, в случае, если вы включаете и то, что вы хотите, видите, думаете о чем-то, это тут же происходит. Это говорит о том, что вы находитесь на пути высокого духовного развития. Я вас с этим поздравляю. Я ученица школы Кайлас. Очень здесь интересный такой еще момент. Однажды женщина ко мне пришла и сказала: Андрей Андреевич, на меня на протяжении зимы 4 раза упала сосулька. Последний раз, когда эта сосулька упала, она упала, причем порезала мне очень дорогую шубу там какую-то, и
Андрей Андреевич, что это такое? Если есть лужи, я вступаю. Если есть сосульки, они падают в меня. Если там где-то есть какая-то яма, я обязательно в нее въезжаю. Андрей Андреевич, что это такое? Я ей говорю, скажите, вы эзотерикой занимаетесь? Она говорит, я прохожу вашу ступень. Я ей говорю, вам везет. Она говорит, как это мне везет, если то сосулька упала, это наоборот не везет. Да. Но когда я хожу, на меня сосулька не падает. Когда я хожу, не вступаю в дырку никуда, ни во что не вступаю. Мне не везет в жизни. Она говорит, я вас не могу понять. Так вот, объясняю. Вам не везет, мне не везет в жизни, поэтому со мной происходит все, как и со всеми людьми. А вам безумно везет в жизни, поэтому из всех людей, которые прошли под сосулькой, 22 тысячи человек на протяжении дня, упало только на вас. И это говорит о том, что вы везучее, чем 22 тысячи человек. Почему везучие? Она говорит, как же это использовать? Везение исключительно зависит от того, что чувствует человек. Если в середине человек негативно настроен, то его везение включается в антивезение. И тогда ему везет, но только наоборот. А вот в случае, если бы она развивала у себя хорошее состояние души и духа, то есть она бы радовалась, у нее было бы состояние восхищения чем-либо, восторженное настроение, то тогда на нее бы не сосулька падала, а она бы находила большие суммы денег. Не могут справиться со своими нервными состояниями, не могут сейчас. Они бы начали появился бы любимый мужчина, у детей бы появились квартиры, горсоветы бы провели там под дом там, новую дорогу и так далее, и так далее. Оксана Петрова, Андрей Андреевич, добрый вечер, ученица школы Кайлас. Зимой упала и теперь очень болит левое плечо. Как положить? А то все время падаю, калечусь. Да что же это такое со мной? Это вам везет. Это у вас везение антипод. Вам нужно научиться радоваться. Тогда ваша радость включит у вас то везение, когда вы падаете, на везение, где вы будете находить что-то. Таким образом развивайте у себя это. Можно ли что-то убрать вот с плеча, чтобы оно не болело? Для того, чтобы не болело, вам понадобится наполнять его синей водой. В первой обновленной ступени я давал специальную тантру такую, где человек должен произносить слово «клин» на вдохе и кофете, отрезать от себя серпом там нити всевозможные. Вот если это делать, то очень может помочь. Скажите, пожалуйста, что делать, если в сердцах прокляла родного человека, либо пожелала смерти, пострадают ли они от этого или нет? Нет, к сожалению, не... К радости, конечно, не пострадают. Не переживайте. Вы пострадаете, потому что обычно тот, кто проклинает, ставит это проклятие персонально на себя. Почему? Потому что если проклинаешь профессионально, то тогда об этом человеке нельзя думать. А если вы уже 100 раз простили и 100 раз уже прощения попросили, то это проклятие, оно стало вашим. Таким образом, вы прокляли фактически сами себя. Подскажите, пожалуйста, дети сдают анализы на ЭКО, у мужа проблемы, будут ли у них положительный результат? Будет. Так что нет никакого варианта попасть к вам на консультацию, как-либо или на курсах. На курсах можно попасть на консультацию. Спасибо за проводы гневных духов. Случайно увидела этот семинар и поучаствовала. Хотя аборта у меня не было, а была остановившаяся беременность. Я решила поучаствовать. У меня часто по жизни возникало чувство злости. Так вот, это чувство пропало на следующий день. Спасибо вам еще раз, ученица 4-й ступени. Ура, молодцы. Андрей Андреевич, пожалуйста, когда вы планируете проводить 5-ю ступень? Скорее всего, в сентябре. Маринка. Ух ты ж, Маринка. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Прохожу 1-ю ступень. Я обратила внимание, что когда взгляд падает случайно на часы, то постоянно вижу 11:11 или 15:15 или 12:12 и так далее. Что это означает? Это означает, что вы должны обязательно обратить внимание, и что-то не очень хорошее должно в вашей жизни произойти. А это показывает время. Обычно это время показывает на то, когда вы, вот если вы каждый день видите 11:11, то вам необходимо либо раньше, либо позже выходить из дома. Почему так происходит? Когда я решаю, чтобы не стала быть счастливой, радоваться жизни, обязательно происходит какая-то неприятность. Получается, я уже с осторожностью радуюсь, чтобы не прилетело. Это же ненормально. А вы произносите утром, как я научил на прошлом вебинаре. Пьете горячий теплый чай, сладкий утром и говорите: мир, я принимаю все, что ты даешь. Таким образом, прилетать будет только хорошее. Очень часто мир ничего не дает, потому что человек не хочет, чтобы ему что-либо мир давал. Медитация, огонь перед собой. Итак.
Продолжаем разговаривать о медитациях. Если представить перед своей грудью пламя огня красного цвета и удерживать его с открытыми глазами в виде мысленного образа, то это, как ни странно, приведет вас к тому, что у вас появится благородство, а также увеличится материальный рост. Все очень просто. Оказывается, привлечь материальное благополучие возможно при помощи вот такого несложного эзотерического медитационного приема. Ну что теперь мы должны сделать? Вы должны на протяжении каждого дня с открытыми глазами представлять пламя свечи у себя перед грудью. Таким образом, не возжигая, а просто представляя, медитируя на это пламя, удерживая его в своем сознании с открытыми глазами, вы можете обрести материальное благополучие. Так. Подскажите, пожалуйста, как с помощью эзотерики можно избавиться от мелких папиллом по всему телу? Комплексую по этому поводу. Мелкие папилломы – это отсутствие белковой пищи. Поэтому, увеличивая прием белков и уменьшая прием углеводов, вы можете фактически избавиться от всех папиллов. Попробуйте избавиться от углеводов на 1 месяц. При этом купите спортивное питание и принимайте каждый день не менее 100 грамм белка. Вы удивитесь, потому что папилломы со временем исчезнут. Также очень помогает, если во время приема белковой пищи использовать прием мандаринового или апельсинового сока по 1 стакану, желательно 2 раза в день. Мандарины лучше. Ученица школы, член РТЕ. Уважаю, Марина Зайцева. С вашей помощью моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Спасибо, очень приятно. Скажите, а шумы можно слушать в любом порядке? В любом. А можно слушать лежа? Можно. У меня просто их много, как бы не переборщить. Можете не переживать. Максимально шумы могут увеличить у вас давление, если слушать очень много шумов, связанных с увеличением материального благополучия. Но если вот так поделать, как я покажу, то после этого давление исчезает. Андрей, здравствуйте. В прошлом году по техническим причинам не смогла пройти обряд провода голодных духов. Может быть, повторно пройти? Служба поддержки не ответила. Когда я буду проводить, обязательно проходите. Ученица 3 обновленная. Делаем ремонт. Скажите, можно ли рисовать символы под обоями или под паркетом? Да, именно это я и делаю в своей жизни. Везде под паркетом, под обоями, и где только можно, у меня нарисованы символы. Символы также можно рисовать при помощи пальца, невидимые в пространстве. Я это делаю всю свою жизнь. Если их не будут видеть люди, они будут работать? Конечно, в этом и суть магии, вы представляете? Я вообще живу вот так. Я настолько много занимаюсь магией, что вся моя жизнь это сплошной мир абсолютного везения. Абсолютного везения, абсолютного понимания, абсолютной любви. И в этом мне помогла магия, которой я обучаю. Да, мне иногда жаль людей, которые приходят, говорят, у меня не получается и так далее. Но я могу сказать, что это все может получаться, если магией заниматься. Нужно ли человеку много работать? Да нет, если есть магия, то много работать не нужно. Просто в магии есть начало. Это знаете, как я в магии как олимпийский чемпион. То есть я бегу быстро, достигаю там всего очень быстро. Но человек, когда смотрит на меня и говорит, я хочу как Дуйко, и после этого только начинает делать. Это то же самое, что на поле вышел мужчина, допустим, весящий 105 килограмм, и говорит, я хочу стать олимпийским чемпионом, глядя на спортсмена, который весит 60 килограмм, который очень быстро бежит и планирует стать олимпийским чемпионом. И он говорит, что мне для этого нужно? И ему говорят, каждый день ты должен утром и вечером по часу бегать. И он говорит, 1 неделю он побегал по часу и говорит, не, ну что это такое, 1 неделю бегаю и ничего не происходит. А что ты ожидаешь? Ну я хочу стать олимпийским чемпионом. Ты хочешь стать олимпийским чемпионом, и ты только 1 неделю по 1 часу бегал? Не смеши меня. А кто такой олимпийский чемпион? Это тот, кто бегает больше, чем все остальные. Это тот, кто бегает чаще. И тот, кто верит в то, что он станет. И все равно стремится, не останавливается и прет, как танк. Одно из качеств, о которых я могу сказать, которые мне очень присущи, это качество целеустремленности. Я невероятно, чрезвычайно целеустремленный человек. Что это мне дало в жизни? Это дало мне великолепный бизнес. Это дало мне великолепную жену. Это дало мне, наверное, одну из самых красивых женщин в мире. Я с ней живу. Зачем я это говорю? Когда-то один мужчина мне сказал, Андрей Андреевич, у меня столько было женщин. Я ему тогда ответил, до сих пор жалею, что я это сказал. Я ему сказал, послушай, что-то у тебя было очень много женщин в твоей жизни, а живешь ты с такой некрасивой.
Как-то смешно все это. Почему? Потому что если было бы много женщин, то выбрал бы самую красивую. А так я представляю, какие были все остальные, если ты выбрал самую страшную. Таким образом, я могу сказать, что у меня самая красивая. При этом много не было. А почему у меня это получилось? Потому что я целеустремленный. Когда понравилась женщина, я начал ухаживать. После этого не дал возможности ей сказать нет. И, в общем-то, эта женщина стала моей. А какие символы рисовать на стенах и полу? Эзотерические. Андрей Андреевич, здравствуйте. Можно ли спать головой к окну непосредственной близости у окна? Да, можете. Андрей Андреевич, объясните, пожалуйста, почему беременным нельзя пройти проводы мертвых душ? И можно ли кормящим мамам? Нет, беременным и кормящим нельзя. Беременные кормящие женщины не должны работать с духами никакими. Это не проводы духов, не убирание, экзорцизм, даже слушание кодов по убиранию или экзорцизму духов, там шизофрения или борьба с депрессиями. Беременные женщины не должны слушать. Почему? Есть угроза потери духа ребенка. Объясните, пожалуйста, почему беременным ответил: здравствуйте, очень прошу, как восстановить отношения с дочерью? Мы с ней не общаемся. Для того, чтобы обрести хорошие отношения с дочерью, поможет такая медитация. Представьте себя и дочь, и после этого представьте, будто между вами капилляры или между вами вены. И начните сверху из головы соединяться с венами или мозгом вашей дочери, посылая как бы по такому мостику из трубочек кровь в ее голову, а через ноги получая от нее кровь и наоборот. Таким образом, если вы это сделаете, то это будет называться обрести кровные узы. Если вы так сделаете, то очень быстро помиритесь и будете в очень хороших отношениях. Также используйте практики первой обновленной ступени школы Кайлас. Там я об этом очень говорю. Очень необычный вопрос. У меня в жизни было много случаев, когда я с уверенностью могу сказать о присутствии силы, которую не осмелюсь назвать Богом, но которая необычным образом помогала, подсказывала или учила. Но самое необычное, у этой силы прекрасное чувство юмора. Осмелюсь вас спросить, что или кто это? Это ваша душа. Это ваша душа, она вами управляет. Она имеет возможность быть еще и рукой Бога. То есть вы не обретаете силу, эта сила всегда есть в человеке. Просто там кран либо открывают для того, чтобы вы это получали, либо не открывают. А что может включить кран? Включить кран может человеческая вера и человеческое усердие, а также человеческая настойчивость, а также человеческая целеустремленность. Вот что может включить такой кран. Человек может устать. Это кран закрылся здоровья. Но в случае, если человек включает харизму, сцепляет зубы и после этого включает 303-ю скорость, то после этого открывается душа. И у этого человека появляются и силы, и возможности. Когда-то один дяденька мне на 9 мая рассказывал о том, как он прошел всю войну и при этом участвовал во многих битвах, включая Ленинградскую знаменитую битву, это битва за Сталинград. При этом у него было ранение, он не имеет 3 пальца на одной руке, там у него повреждено лицо. На то время, когда его звали, у него фамилия Олег была, и когда я с ним встречался и общался, он мне сказал, когда была война, он был ранен, причем неоднократно, он дошел до Берлина. Начал войну в 41 году или в 39-м, закончил ее в 46-м, при этом пришел с наградами, прошел всю войну, при этом был многократно ранен. При этом этот человек сказал мне такие слова: когда была война, то я никогда не болел. Почему? Потому что некогда было, потому что была идея, потому что была цель. А я могу сказать по-другому, потому что была целеустремленность, настойчивость, вера, упорство, желание, мотивация. Все это служило тому, что было некогда болеть. Когда вы разболелись, что нужно сделать? Махнуть рукой, сказать себе: да задолбало это, больше не хочу болеть. Катерина Романюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На прошлом вебинаре, когда я обращалась по поводу алкогольной зависимости моей племянницы, оплатив лечение в сентябре 2017 года, вы сказали связаться с вами по вайберу, но телефон никто не дает. И получился довольно странный ответ. Отвечали ли вы лично? Ученица 4 ступени. Спасибо. Эх. Если вы оплачивали, вот он мой телефон. Сейчас я вам его пишу. Вот это мой телефон. Пишите мне в Viber
Я сегодня-завтра отвечу. Ученица, подскажите, второй раз прохожу первую ступень, наступил ступор, что со мной? Не проходите первую ступень, отдохните. Андрей Андреевич, когда слушаю шумы, ставлю к экрану компьютера фото сына. Это будет влиять на него? Да. Если я поблагодарю, вы успеете прочитать мое сообщение? Можете не благодарить, а написать. Подскажите, пожалуйста, если человек взял предоплату за услугу и пропал, как отпустить ситуацию? Несправедливость не дает покоя. Необходимо этого человека наругать, сказать: подлец, урод, дебил, козел. И после этого перелететь и не думать об этом. Поверьте мне, очень быстро отдаст. В случае, если вы будете зависать на этом, то денег вы никогда не добьетесь. Всегда удивляюсь, почему некоторые люди, совершенно далекие от эзотерики, еще и недобрые, бывают успешными, богатыми и удачливыми. Как это объяснить? Спасибо. Вы ошибаетесь, Светлана. Дело в том, что вы не видите всей картины жизни такого человека. Вот смотрите почему. Скажите, как часто человек, который считает себя добрым, хорошим, злится на окружающих людей? А когда человек, допустим, ему говорят: он не доплатил, он какашка. Но вы же не знаете, как он относится к своим близким. Допустим, один из очень знаменитых людей, который является политиком, я у этого человека был дома. Буквально это недавно происходило. Во время того, когда я был у этого человека, меня очень удивила интеллигентность детей, очень хорошее отношение этого человека к своей жене, вообще очень хорошее отношение этого человека к близким. Но я могу сказать, что этот человек очень плохо относится к тем людям, которые на него работают. Он считает, что он должен быть настоящим хозяином, поэтому от него много зависит, и он их ругает. То есть не выполнили, он их ругает, матюкается, нервничает. И после этого я ему говорю: для чего вы так делаете? Это снижает вашу эффективность и приводит к неуважению людей. Он говорит: да мне все равно, главное, чтобы эти люди несли мне деньги. Получится ли у него? Чаша его весов переполнилась, и после этого он уже политиком не будет, к сожалению. Но вот обрести материальное благополучие у него получилось. У меня вопрос после 4-й ступени. Подскажите, коды в гармонизатор вставлять только один раз или при каждом чтении? Если делать ежедневно, на протяжении 1 года, то гармонизатор сделает вас одним из самых знаменитых, великих людей. Уникальной эзотерической машиной. Я говорю машина, потому что это действительно потом работаешь как автомат. Спишь, когда хочется, сон укорачивается, еды не нужно много, здоровье появляется яркое, эффективность твоя там как работника увеличивается, думаешь ты гораздо быстрее. Благодаря вашим вебинарам и советкам по очистке помещения стала спать ночью без света. Ура! С этим ночником спала 8 лет, и еще не росли цветы, а теперь зеленые стали расти. Ура! Спасибо, что вы есть. Ощущение, что очень долго вас ждала, и теперь отпало желание искать каких-то бабок, ответы на все вопросы. Спасибо. Итак, следующая медитация. Если в вашей жизни вдруг появится ситуация, при которой вы не будете знать, как найти решение или выйти из данной ситуации, я рекомендую использовать медитацию кашель. Просто думайте или вспоминайте, или думайте о ситуации, которая для вас у вас происходит или вас мучает, и начинайте кашлять. Делайте это надрывно. Ну, не надрывно, а так, сильно. Дело в том, что такой кашель имеет магический эффект, дает решение всех вопросов в жизни человека. Вот так это может работать. Думаете о чем-то плохом и начинаете покашливать. То есть, ой, как мне отдать деньги, и делать так. Ой, нога болит. Ой, еще болит. И делайте такое покашливание, а когда там появляется слизь, сплевываете. Таким образом можно вылечить даже заболевание, если этому уделять определенное количество времени. Даже в народе существует некоторые такие высказывания. Одно из высказываний, когда говорят: да это я уже все откашлял, говорит о том, что проблема была решена при помощи кашля. Даже люди это заметили. Ольга пишет: Андрей Андреевич, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в каком темпе можно проходить ступени? Прошла 2 ступени обновленных за 2 месяца. Там много практик, получается все в кучу. И 1-я, и 2-я, если сейчас приобрету 3-я, там будут новые практики, как быть с предыдущими. Пройдя 1-ю ступень, вы отработали практики 1-й ступени. После чего вы можете смело переходить к практикам 2-й ступени и выполнять только их. Когда вы закончили 2-ю ступень, переходите к практикам 3-й ступени. И практики 1-й и 2-й ступени не выполняйте. За исключением, ну только, возможно, там кодов денег. Если это для вас является ключевым вопросом. Вообще я считаю, что настоящая эзотерика начинается только после того, когда человек проходит 4 ступени. До 4 ступеней человек,
фактически не прикасается к эзотерике. То есть он совершенно, совершенно далек еще от эзотерики. Только по чуть-чуть начинает человек прикасаться к эзотерике, начиная проходить 4-ю ступень. До 4-й ступени, я считаю, это все введение в эзотерику. Андрей Андреевич, я ученица 5-й ступени школы Кайлас. С нетерпением жду появления карт в вашем магазине. Скоро ли нас порадуете? Да, сейчас пишу книгу, которая называется «Карты». Объясняю, как они работают. Там очень много работы. К сожалению, не получается сделать это быстро, даже если я захочу. Но я обещаю, что скорее всего до сентября, октября эти карты появятся в свет. Очень много изменений. Если моя душа выбрала путь отвержения, люди не хотят со мной общаться, то это на всю жизнь. И как можно избавиться от травмы отвержения? Выполнить или сделать так, чтобы вас люди обожали, очень несложно. Сразу мне становится понятным, что вы тот человек, который не проходил ни одной из ступеней моей школы. Ну что же, я вам могу сказать, вы имеете возможность прикоснуться к магии. Каждый день, утром встав, представляете, будто вы указательным пальцем на своей груди золотом рисуете шестиконечную звезду. Это изменит направление по отношению к вам, вибраций или отношений других людей. Таким образом вы получите то, что называется благословление от людей. Люди захотят что-то для вас делать, отдавать вам что-либо, а также к вам начнут хорошо учиться, относиться. Людмила Галяницкая ответил. Шолпан. Андрей Андреевич, стоит ли избавляться от подарков бывшего супруга? Нет. Все, что вам дарят, всегда имейте или всегда забирайте себе. С которым разошлись давно и нехорошо. Сейчас его нет в живых. Или просто не обращать внимания. Пользуйтесь теми подарками, которые у вас есть. Не нужно, ничего это не значит, смело пользуйтесь, они ваши, они были созданы, заработаны и вам посвящены. Не нужно, если вам подарок кто-то подарил, то никому этот подарок не отдавайте. Если человек берет у кого-то подарок, после этого дарит этот какому-либо человеку, то он фактически отдает свою удачу. Смотрю ваши вебинары с 2011 года. Восхищаюсь вашими гениальными знаниями. Скажите, пожалуйста, меняя имя, влияет ли это на судьбу и как? Конечно, влияет. В случае, если человек меняет имя, это кардинально влияет на его судьбу. Кардинально. Каким образом влияет? Все связано с гласными. Если, допустим, женщина была Софией, и вдруг в какой-то момент она стала Юлией, то это очень изменит ее судьбу. У меня была такая ситуация в жизни, хоть я, наверное, и не должен этого рассказывать, но все-таки расскажу. Приехала ко мне женщина, она приехала из России. Она была у меня на морском курсе, мы путешествовали на корабле в Египте, она ко мне подошла и говорит: меня зовут Тереза, но настоящее мое имя Людмила. Но, говорит, я была на семинаре Александра Полиенко, и после этого Александр Полиенко сказал мне, что для того, чтобы моя жизнь изменилась, то я должна поменять имя на Тереза. И мне так не нравится это имя. Андрей Андреевич, после того, как я стала Терезой, от меня ушел муж, дети от меня отвернулись, я потеряла свое жилье, у меня очень много непозитивных изменений в моей жизни. Андрей Андреевич, что мне делать? И я ей рассказал такую историю. Я ей рассказал историю о своих 3 дочерях. Каждую из своих дочерей я, как отец, называл определенным именем, потому что в моей жизни были такие люди, которые для меня что-то сделали. Сын Эдуард был назван в честь человека, который имел ко мне косвенное отношение, но когда все мои друзья отвернулись, и у меня была ситуация, когда меня должны были посадить, такое тоже было в моей жизни, то этот человек вмешался, заплатил свои деньги, с меня после этого ничего не взял, и после этого... совершенно неожиданно для меня, мне помог. При этом я этого человека знаю, сейчас живет в другой стране, мы с ним друзья, и я тогда у него спросил, на то время, когда это было в 1996-95 году, я у него спросил тогда: скажи, чем я могу тебя отблагодарить? У меня уже было имущество. Он мне говорит: назовешь в честь меня своего сына. Поэтому, когда родился у меня сын, то я назвал его Эдуардом в честь этого человека. Почему? Потому что этот человек много для меня чего сделал. Я считаю этого человека человеком слова, очень сильным, мужественным. Я всегда хотел на него быть похожим. На то время он занимал очень высокий пост, работал в Москве начальником каким-то там очень знаменитым в КГБ, можно сказать. Но мир меняется, знаете, этот человек со временем уехал из России. Сейчас он проживает там за границей.
Для меня это человек мужественный, он меня и людей никогда не обманул, никого не киданул, всегда таким был целеустремленным, и мне бы хотелось, чтобы сын был на него похож. И я могу вам сказать, последний раз сын ко мне приезжал, и я вижу у него в его взглядах на жизнь, в его каком-то упорстве, в его каких-то поступках, вы представляете, я вижу качество того человека. Это кажется смешным, но что вам сказать, такое есть. Когда у меня родилась Мария, дочка, в моей жизни была женщина, ее звали Мария. Это была родная сестра моей мамы. Мои родители жили очень плохо. Мы жили в Крыму, в деревне, нам не хватало денег, потому что одни дети выросли, им необходимо было оплачивать образование, обучение, там, общежитие, а мы еще там ряд маленьких детей не могли. Отец был немножечко выпивающим, поэтому он тратил деньги еще на это, плюс очень маленькие заработные платы. Мама получала 60 рублей в месяц, отец получал 120 рублей в месяц, все вместе получалось 180 рублей в месяц. Но представьте, это для семьи, в которой проживает 5 человек, плюс старшая сестра привела мужа, родила ребенка, и необходимо было всем каким-то образом выживать. Все жили и спали на полу, кушать было мало, потому что все хотели кушать, мясо не могли купить, потому что был Советский Союз, и возможности покупать там продукты были ограничены. Ну и начался фактически вот такой вот немножко голод, вы представляете. И в этот момент начала помогать вот эта тетя. Это родная сестра моего отца. Хоть она и была далеко, жила от него, тем не менее она никогда могла бы отвернуться и этого не делать. Тем не менее, она очень помогала нашей семье. Она привозила моей маме продукты, она помогала финансово, хотя сама воспитывала без мужа 2 детей. Не очень удачно родился у нее младший ребенок, там были проблемы со здоровьем. Тем не менее, это ничего не мешало. Она была очень добрая, меня всегда баловала. Также брала маленьких детей, нас, и там забирала к себе, чтобы мы там отъелись и так далее. То есть, несмотря на то, что она болела, себя плохо чувствовала, была достаточно взрослой, она не отвернулась от своей семьи и в тяжелую минуту помогала. Она для меня была всегда объектом вот такого милосердия. Когда родилась у меня Маша, я ее хотел назвать Марией. Почему? Потому что в моем понимании женщина Мария, которая являлась вот для нас в свое время человеком, который нам помогал, была своего рода образом милосердия, вот такого благодушия, благословления Господнего, какого-то такого вот внутреннего проявления, наверное, помощи, знаете, и она для меня как Бог была в свое время. Ну, что вам сказать? Мне очень хотелось, чтобы Маша у меня называлась именно так. Я могу сказать, что сейчас, когда Маша подрастает, она действительно является образцом милосердия. Она никогда никого не обижает. Если необходимо, у нее есть чему поучиться даже у нас, у взрослых. То есть, если у нее там забрать что-то, она начинает нервничать, а потом говорит, ну и ладно. То есть, она умеет отпускать, она умеет переступать, умеет прощать. Очень милосердный, добрый ребенок. Помогает в садике, помогает дома. Достаточно такой очень необычный человек, эзотерица. Я могу сказать, что я в ней вижу качество вот той бабушки Марии, которая в свое время была сестрой моего отца и которая очень помогала. А теперь представьте ситуацию. Моя Маша, она жила, и после этого приезжает ко мне и говорит, папа, я уже не Маша, я Надя. И после этого скажите, я как отец, который обожал своего ребенка, и который видел в этом ребенке Машу, жил с Машей, жил для Маши, и в сердце моем написано Маша. Я, наверное, если когда-либо молюсь внутренне, то за Машу молюсь, понимаете? Эти все молитвы, мои желания, мои намерения, наверное, мои идеи, они были посвящены и будут посвящены исключительно Маше, Розе, Марии, Софии, Славе, Эдуарду, там, моим детям. То есть можно ли сказать, что когда они изменят свое имя, то они потеряют в поддержке моей эзотерической? Конечно. Таким образом, дочка растет, и мама многократно произносила там Дотя, Леночка, там пусть у Леночки, там для Леночки и так далее. А потом Лена выросла, и после этого, отключая свое имя и говоря, что я уже не Лена, я теперь буду Розалинда. И после этого что она получит? Она отключит от себя то
намоленное или то, наверное, нажеланное, то, как она отключит то, что мама ей желала всю жизнь. Она отключит, наверное, намерения тех людей, которые видели или думали об этом человеке. Кто обычно думает о человеке? Я могу сказать вам, хорошо думает о человеке обычно его родители. Поэтому все намерения, которые... А кто дает имя? Дают тоже родители. Именно поэтому я категорический противник, наверное, из замены имен у человека. Я считаю, что человек должен иметь свое имя. Родители не напрасно его давали. Я бы не хотел, чтобы мои дети когда-либо изменили свое имя. Я считаю, что мои помыслы и мои намерения, они исключительно связаны с тем, чтобы мои дети жили счастливо. Я этого хочу. Но я же своих детей идентифицирую как Розу, как Аню, как Марию. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Счастья и радости вам, вашей семье. Спасибо. Спасибо вам за все, что вы делаете для людей. Скажите, пожалуйста, можно ли носить жемчуг тельцам? Дети подарили мне сережки с жемчугом, но прочитала, что тельцам он не подходит. Тельцам все подходит. Тельцам нужно носить золото. Есть такие знаки, есть знаки, которые управляют, а есть знаки, которые приумножают. Вот смотрите, как интересно. Скорпион — это знак, который управляет. Телец — это знак, который приумножает. Поэтому скорпиону нужно носить алмазы, а тельцу необходимо носить золото. А жемчуг и жемчуг. Почему жемчуг? Жемчуг, он омолаживает. Считается, что если человек носит натуральный жемчуг, то он будет всегда очень красивым, очень молодым. Кстати, самая большая поклонница жемчуга, как бы ни странно это звучало, является семья английских королев. Поэтому у английской императрицы, которая сегодня, изображение которой мы можем увидеть на фунтах стерлингах, самой высокой номинации, обычно мы можем увидеть на шее жемчуг. Почему? Жемчуг считается элементом, который делает человека чрезвычайно благородным. Кому хорошо носить жемчуг? Носить жемчуг хорошо тем людям, кто не может сдержаться и после этого постоянно ругается, хамит и говорит плохие слова. На этого человека необходимо одевать большой жемчуг. Тогда он будет ровным, начнет разговаривать хорошо, не будет матюкаться, речь его будет улучшаться. Можно ли после прохождения первых 2 подарочных ступеней приобрести сразу 3-ю обновленную? Или надо все-таки начинать с 1-й обновленной? Нужно все-таки начинать с 1-й обновленной. Мой сын 13 лет мечтает стать известным музыкантом. Начните сначала с того, чтобы стать обычным музыкантом. Знаете, мне очень нравится девочка. Я хочу стать известной актрисой. Начни становиться сначала обычной актрисой, а потом стань необычной актрисой, а уже потом станешь известной актрисой. А там я хочу стать известным музыкантом. Стань сначала музыкантом, потом работай, становись средним музыкантом, а потом станешь известным. Занимается гитарой, пишет стихи, пытается создать рок-группу, но обнаружили у него болезнь Крона, дали инвалидность, сильная слабость, депрессия. Говорит, что не хочет жить. Я могу вам обещать, если обратитесь ко мне, я на 100% уберу у вас это неизлечимое заболевание. Может ли добиться, чего захочет? Может, но могу сказать, что болезнь ему мешает 100%. Каждый день вижу 22:22 на часах на протяжении долгого времени складывается личная жизнь. Что лучше сделать, чтобы плохого не произошло? Для того, чтобы плохого не произошло, необходимо взращивать в себе радость в сердце. Из этого следует медитация. Как необходимо взрастить радость в сердце? Итак, до этого была медитация с кашлем, а теперь как взрастить медитацию радость в сердце? Для того, чтобы взрастить медитацию радость в сердце, необходимо сидеть и, улыбаясь мысленно, с открытыми глазами, медитировать на это, как будто у вас без улыбки уголки глаз улыбаются, и уголки ваших губ тоже улыбаются. Таким образом, если долго концентрироваться на том, что у вас уголки глаз и уголки губ медитации улыбаются, вы добиваетесь того, что называется радостное восприятие жизни, и в дальнейшем появляется очень хорошие ситуации в жизни. Радость появляется, везение появляется. Я мама и сама переназвала свою дочь. Первое имя мне не нравилось, назвала в честь своей мамы. Но как-то не шло дочери это имя. Ну, тоже бывает. У меня очень интересно было с Розой. Когда вынашивала Соня 3-го ребенка моего и третью девочку, то
Первое имя, которое попалось в моей голове, вот просто так, это было имя Роза. Почему? Мне очень нравится роза, я постоянно дарю своей жене розы. И после этого попалась идея такая, хочу назвать Розы. Но когда обратился к своей маме, говорю, мама, хочу назвать Розой, то мама моя говорит, послушай, это имя армянское, зачем тебе, назови лучше там другим именем, ну как-то, что это за Роза, будут ее дразнить все, какое-то некрасивое имя. После этого я тоже подумал, надо же, Роза, что это за имя, армянское, 100%. После этого приехал и говорю, уехали мы в Египте начали жить, и однажды я утром встаю и говорю, наверное, мы не будем называть Розу Розой, назовем ее по-другому. После этого в этот вечер приснилась мне дочь Роза, которая говорила, я Роза. После этого приснилась нянькам обеим, и одной и другой тыкала пальцами в голову и говорила, я Роза. Приснилась Свете, моей теще, и сказала, я Роза. Также многократно приснилась Славе и Соне, везде она говорила, назовете меня Розой. Именно поэтому Роза родилась и стала Розой. Но я могу сказать, что глядя на своего ребенка, я другого имени для нее даже представить не могу. Доброго вечера, уважаемый Андрей Андреевич, все ученики любимой школы Кайлас. Здравствуйте, Анна Дитковска. Андрей Андреевич, скажите, а что такое крадники и какой шум от них? От крадников шум, который называется черной магией. Крадником обычно выступает обычный человек. Вот смотрите, человек... Как можно стать крадником? Крадник — это тот, кто украдет ваше счастье. Каким образом стать крадником? Человек перед вами стоит и говорит, ничего себе. Слышали, иногда так люди говорят? Так вот, человек-крадник может сказать, все мне. И после этого все, что ничего человеку не будет идти длительное время, а все будет идти этому человеку, который крадник. Или второй момент, когда человек говорит благо, еще пишут дарю. Так вот, если человек крадник, он может сказать хорошо, принимаю. И после этого быть крадником, то есть украсть у этого человека на долгое время благо, которое человек сам добровольно подарил. Более профессионально крадник работает так. Он может подарить какой-нибудь подарок. Дело в том, что когда обычный человек дарит подарок, он делает это безвозмездно. Крадник же делает так. Он дарит, допустим, подарок, говорит, это вам. И после этого мысленно произносит слова, я даю тебе бесплатно, поэтому будешь мне, и дальше слово должен. Будешь мне должен. У меня есть знакомая, не в шаббат будет сказано, еврейчка. Она все время приходит ко мне в офис и постоянно мне что-то дарит. Она крадник. Я это понял, но она просто не очень хорошо понимает, с кем она столкнулась. Поэтому, отдавая мне, она мне так много отдаст. Вы даже не представляете. Почему? Потому что я понимаю, что она мне отдает как крадник. То есть она мне там серебряные стаканы, серебряные подстаканники, какие-то мацу, там, виски, коньяк постоянно она мне дарит и благословляет. Я понимаю, что она делает, она пробует как крадник отобрать у меня благополучие, но она просто не понимает, что не с тем столкнулась. Зря она это делает, потому что я могу забрать вообще все. А там уже нечего забирать, знаете. Можно ли избавиться от крадников? Понимая, как это работает, вы можете это убрать. Привет из Португалии, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как работать с мантрами первой ступени обновленной? Не ученик школы и постоянно просматриваю все ваши вебинары. 4 статьи. Применяю многие техники. Спасибо большое. Все работает. Спасибо большое. Надеюсь, в дальнейшем времени быть вашим учеником. Прошла первая ступень, 2 ступени обновленные. Не дошла, но постоянно возвращаюсь к вебинарам первой и второй ступени. Наша школа — это эзотерика длиною в жизнь. Поэтому вы обязательно, если человек прошел первую ступень от начала до конца, то он уже становится учеником школы, поэтому можете смело считать себя онными. Татьяна Райчел. Здравствуйте, в конце второй обновленной ступени вы делаете практику цилиндра, но сказали ничего не представлять. Значит, что это он запущен или нужно повторять еще раз самому? Самому повторять не нужно. Приедете когда-нибудь на морской курс, и я вам помогу это выстроить так, чтобы оно работало великолепно. Я букву одну изменила с Олеся на Олеся. Это влияет? Нет. Олеся и Алиса и Олеся — это все одни и те же имена. И Лиса, и Лиза — это все Олеся.
Доброго вечера, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, когда будет морской курс? В 2020 году в Германии нужно рано планировать, а ученица второй новой ступени. Я даже не могу сказать. Я, к сожалению, не могу этого говорить. Я не планирую больше, чем на 1 год. Я не планирую больше, чем на 1 год. Это связано с многими моментами. Связано. Я не хотел бы о некоторых моментах вам говорить, чтобы у вас не появлялось желание там, меня жалеть там, и так далее. Но это отчасти и проблемы здоровья, это отчасти и какие-то там моменты, которые есть в моей жизни. Ну, ничего с этим сделать нельзя. Как влияют имена, которые дают церкви при крещении? У дочери по крещению другое имя. Как быть с этим? Как пройти раскрещивание? И как в этом случае влияют 2 имени? 2 имени делают человека разорванным. То есть человек все время не может принимать решения, он все время там радуется, после этого печалится. То есть человек становится противоречивый. Также это может развить у человека двуличие, потому что душа имеет 2 имени, и она постоянно обращается как бы... Если одно имя принадлежит белой стороне, другое имя принадлежит черной стороне. Ну и там много есть всяких эзотерических принципов с дарением имени или с ношением имени. Андрей Андреевич, будучи кормящей, прошла проводы голодных духов, чувствую себя лучше. Значит ли этот обряд со мной прошел успешно? Да. С уважением, ученица 1 ступени обновленной. Все прошло успешно, не переживайте. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически сдать квартиру в аренду? Эзотерически сдать квартиру в аренду необходимо так. Необходимо в этой квартире каждый день нарисовать плюс мысленно посреди квартиры. При этом представлять, будто рисуете плюс на каждой стороне этой квартиры и делаете так. Плюс ставите, то есть это добавите, произносите клиентов, жильцов, на другой стене еще чего-то, еще чего-то. И так везде поставили плюсы, обвели, запечатали со словами махум хахохри. Тем самым добавили плюсы для жильцов, увеличив потенциал движения тех людей, которые вам необходимы. Скажите, пожалуйста, я слушал вашу 1 ступень. Мне не удалось сразу же выбрать духовное имя. Могу ли я снова выбрать? Пожалуйста, да. Есть ли у человека возможность эзотерически заставить свой организм вырастить потерянный орган или зуб? Я могу вам сказать, как человек все-таки с медицинским образованием, что в случае, если у вас там все генетически заложено. И в случае, если у вас начинает расти то, что уже потеряно, знайте, это является онкологическим новообразованием. Поэтому в случае, если вы будете мечтать о том, чтобы что-то вырастить в себе, это рано или поздно приведет вас к появлению злокачественного новообразования. У меня такое в жизни моей было. Приехала женщина, которая занимается йогой, причем она является частью секты с очень знаменитым именем, и им в этом направлении очень часто говорили о том, что человек, который пытается или хочет вырастить у себя зубы, может эти зубы вырастить. При этом она каждый день представляла, будто что-то представляла, молилась, там йогой занималась. Я не знаком с теми методами и практиками, которые есть в их направлении. И после этого приехала ко мне с доказательствами. То есть она приехала и говорит: у меня не было зуба, и там у меня зуб начал расти. После обследования, которое я проводил здесь, просто при помощи ручки, светящейся, а также обычной ложечки, я определил, что это у нее карцинома костной ткани. После этого я ее убедил сдать рентгеновские исследования, которые убедили ее в том, что у нее это просто карцинома костной ткани, которые являются уже метастазированными тканями, так как эта женщина очень давно болела заболеваниями онкологии груди. Ужас. Вырастила. Там из груди гной льется, она зубы выращивает. Катастрофа вообще. Ну, нельзя критиковать людей. Если прошла обряд раскрещивания, то имя, данное при крещении, больше не будет влиять никогда. Евгения Красноружских. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы мне приснились и спросили, какое самое эзотерическое число. Я сказала 7. А вы улыбаясь, сказали, что 21. Можно это как-то объяснить, пожалуйста? Я не знаю. Я, к сожалению, не специалист в области трактования снов, поэтому этот вопрос не ко мне. Считаю ли я самым мистическим числом 7? Я считаю самым мистическим числом для человека это цифру 9. Также я считаю, что у Бога есть цифра. Это цифра 0, дальше семерка и дальше 0. Также цифра 10 принадлежит Богу.
И единица, она тоже не может принадлежать человеку. Почему? Потому что единица — это единственный, принадлежащий одному, единственному. И возник мир, потому что и возник Бог. Помните, этот Бог был один, потому что другого ничего не было. Из этого и началась цифра 1. Поэтому, когда человек говорит, один — это принадлежит человеку, один человек, пусть не сомневается в том, что человеку не принадлежит. Единица — это божественное число. Один и есть Бог. А человек — это 9 элементов реализации счастья. Это реализация в здоровье, реализация в любви, реализация в чувствах, реализация в еде, реализация в материальном благополучии, реализация во сне, реализация в сексуальном мире, реализация в уме. И таким образом человек с его 9 реализациями, скорее всего, является абсолютно реализованное существо. А что после этого происходит? Когда все 9 реализаций человек проходит, то к чему он приходит? К единице и обнулению. То есть его девятка превращается в 0, а единица объединяет то, откуда он начал. То есть был Богом, пришел к Богу. А если вышло, что по церковному Аня, а так Яна, буквы одни и те же, спасибо. Нет, к сожалению, Анна и Яна — это два разных имени. Учитель, когда будет обряд раскрещивания, очень хочется его пройти. Вы данный обряд можете пройти, найдя его в ИРТЕ, в записи. Этот обряд работает в записи. В одних из первых ИРТЕ я проводил обряд раскрещивания. По-моему, в 4 или в 5 круге, или в 7 круге. То есть 7-й семинар по ИРТЕ прошлого года. Если семинар по ИРТЕ пройти обряд раскрещивания, то раскрещивание у вас произойдет. Просто обязательно необходимо заплатить этот обряд раскрещивания. Вы можете это сделать там же, написав, поблагодарить, переведя какую-нибудь сумму. Подскажите, пожалуйста, мне подарили очень красивый кошелек. Вы говорите, что кошельки дарить нельзя. Что делать теперь с ним? Выбросить, дома хранить или вернуть? Выбросьте. Пусть племянница сама пользуется. Сделайте так, чтобы племянница не видела. Тихонечко выйдите на улицу и выкиньте этот кошелек. Не нужен он никому. Подскажите, мое имя такое же, как у ушедшей бабушки мужа. У меня начались похожие проблемы. Чем можно помочь? Они не передаются проблемы, передаются качества. Поэтому не морочьте себе голову. Как правильно принять решение, когда человек не может выбрать из возможных вариантов? Где акцент правильного решения? Акцент решение может возникнуть только в том случае, если человек отдыхает и не думает ни о чем. Во время отдыха правильное решение придет. Медитация на включение энергии утром. Итак, рассказываю об этой медитации. Если у вас утром не хватает энергии, вы чувствуете общую усталость и недостаток энергии, вам поможет медитация на включение энергии утром. Проводить данную медитацию вам необходимо вечером. Сидя с открытыми глазами, делайте медленные вдохи, все равно, чем носом или ртом, и ненадолго задерживайте дыхание. Выполняйте данную медитацию несколько минут. Вдох при этом должен быть длиннее, чем выдох, а выдох должен быть резче и короче. Утром, когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя более энергетически заряжены. У вас появится энергия и силы двигаться дальше, жить, работать и любить. Таким образом, вы накапливаете энергию в вечернее время. Сидя вечером перед телевизором, поделайте медитацию, в которой ваш вдох будет гораздо длиннее вашего выдоха. Утром проснетесь, и будет у вас очень много энергии и хорошее настроение. Медитация на привлекательность среди людей. Очень простая, но при этом потрясающая эффективная медитация. Для того, чтобы стать очень привлекательным в глазах других людей, она не только делает человека привлекательным, но на такого человека хотят равняться, с него хотят брать пример, к нему хотят прислушиваться, его хотят видеть и слышать, он желанный гость. Такому человеку всегда везет в его жизни. Выполнять медитацию очень легко. Необходимо представлять, что ваше тело сделано из меда. Удерживать такое состояние необходимо с открытыми глазами всего лишь 2-3 минуты. Выполнять можно тогда, когда вам это необходимо. Эта медитация действительно работает. Как еще медитативно можно привлечь в жизнь материальное благополучие? Вы поедете на море или будете купаться в воде где-нибудь или в бассейне, представляйте, что вы плывете в меду. Таким образом, если вы плывете в меду, представляйте, будто у вас на языке мед. Таким образом, речи ваши станут сладкими, ваши телеса будут сладкими, а также будут женихи и поклонники слетаться к вам как на мед. Как мухи на мед, хотел сказать. Ужас. Пчелы на мед, а мухи же не на мед летят.
А если вы хотите, чтобы мухи летели, то себя необходимо представлять не в медом обмазанными. Ну, а чем, сами уже догадаетесь. Скажите, пожалуйста, если в церкви просят деньги и не давать, как-то неудобно, что же делать? Говорить себе, что я покупаю на эти деньги. Я говорю вам серьезно. Вы представляете, будучи человеком, который знает, как забрать, или будучи человеком, который запросто может быть крадником, я могу отобрать у большого количества людей просто невероятное количество везения в жизни. Вообще все. Каким образом? Мне достаточно для этого сейчас зайти себе на канал в YouTube, где просто нереально большое количество мне написало слова. При этом есть люди, которые прямо разделили, они написали «благо» одним словом, и после этого другим словом «дарю». То есть человеку, у которого есть благо. Что такое благо? Это хорошее самочувствие, это комфортное состояние души, тела, духа, семьи. Это же энергия. То есть он мне это благо готов подарить. А что я должен сделать? Я должен согласиться и сказать: хорошо, я принимаю. Вот если я скажу: хорошо, я принимаю, то этого человека благо заберу. И после этого у человека начнется ниша неприятностей. У него появятся болезни, появятся неприятности, а я буду являться крадником. И это насколько будет? Ну, чем больше чувств человек выразил в этих «благодарю», тем больше... Чем надольше я буду это забирать. Естественно, я этим не занимаюсь. Почему? Ну, я хочу все своими силами, знаете. Забрать может каждый, а тут попробуй заработать. Прожить с разными женщинами или изменять жене может каждый, а тут попробуй ради одной прожить. Знаете, своровать легче, чем заработать. Хотя люди думают, что своровать это тоже не работать. Ничего там, ничего подобного. Вор без работы не может сидеть. Почему? Ему все время нужно выживать. А люди очень часто делают так. Я когда-то спросил у одного человека, он говорит: у меня денег нет, у меня денег нет. Я ему говорю: ну а ты на протяжении дня что-то делаешь для того, чтобы у тебя деньги были? Он говорит: ну если у меня нечего делать, чем мне заниматься? Лежу перед телевизором. Ну так если ты лежишь перед телевизором, то их не будет. Вы еще говорили, что представлять себя маслом для здоровья. Каким маслом? Сливочным, топленым или каким? Сливочным. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно спросить, стоит ли мне приезжать за границу в Финляндию? Спасибо, Наталья. Да. Скажите, пожалуйста, как победить на тендере с помощью магии? Купите, называется курс, называется мой «Коды Дуйко», или пройдите вторую обновленную ступень. Я там все рассказываю, как в тендере побеждать, и там что делать, все. Андрей Андреевич, как вы считаете, мне стоит приобретать первую обновленную ступень? Стоит. Вы же как и я. Я приобрела коды и шумы, но из-за недостатка пси-энергии они не срабатывают. Но я очень хочу быть частью вашей школы. Мне просто нужно перелетать неприятности. Для вас школа открывает горизонты. Вы, как являетесь тем человеком, который 100% должен пройти первую ступень школы Кайлас. Можно ли все эти медитации рассказать сыну? Будут они работать у меня? Конечно. Всем, кто связан с вами по крови, можете это рассказывать. Можно немножко не по теме. У внука косоглазие. Как возможно исправить ребенку? Полгода. Очень переживаем. Спасибо. С уважением, ученица школы. Необходимо представить, вернее, необходимо щитовидную железу. Необходимо щитовидную железу проверить, чтобы не было гиперфункции. Также я хочу сказать, что убрать косоглазие можно. На один глаз необходимо на ночь перед сном одевать серебряную монету, а на другую медную. На один день на один глаз одну монету, на другой другую, а на другой день обязательно менять, чтобы не на один и тот же глаз. Таким образом, это исправит у человека косоглазие, и он косить перестанет. Также очень помогает при косоглазии следующий рецепт. 1 часть мускатного ореха, 1 часть крапивы и 1 часть порошка. 2 части крапивы и 1 часть мускатного ореха. Заваривается 1 столовая ложка на стакан воды и пьется. Забыл еще. Корень щавля, 2 части крапивы и 1 часть мускатного ореха. То есть берется 1 столовая ложка вот этой смеси, заваривается 1 стаканом кипятка, 1 раз в день ребенок или там взрослый принимает. Убирает косоглазие и заикание. Скажите, пожалуйста, я прохожу первую ступень, купила коды и так далее. С людьми работаю, все действует, но себе не могу справиться со злостью. Это должно быть, если вы работаете с людьми. Одна из особенностей потери психической энергии – злость. Сегодня целый день работаю, как вы, на 1, 2, 3 и перешагнула. Но все равно внутри чувствую, кипит, может, я что-то делаю не так.
Да, вы делаете точно так же, как я в свое время делал. И я могу сказать, Наталья Князева, что вам не хватает психической энергии. Покупайте коды, шумы. Все люди борются за психическую энергию. Это особый дар. Уметь накапливать психическую энергию. Не будете накапливать, станете злобным монстром. А как теперь вернуть свои блага? Тоже дарила и была подруга, которая все говорила, что принимает. Вам может помочь только энергия. Какая энергия? Энергия нашей школы. Становитесь частью нашей школы, проходите первую ступень, обучайтесь, все вернется на свои пути, все заберете. Первый день обновленной первой ступени увидел в общем доступе. Можно ли ее рекомендовать? Да. Это даже ваша задача. Если вы получили бесплатно, если один человек получил бесплатно мою ступень, вот смотрите, я когда-то говорил, если человек украл у меня ступень и после этого ее смотрит, то как сделать так, чтобы за нее рассчитаться? Станьте моим рекламным агентом, распространите в большом количестве эту бесплатную первую ступень как можно большему количеству людей. Тем самым со мной рассчитаетесь. Если вы таким образом со мной рассчитаетесь, то тогда это будет вашим расчетом. Вот сейчас у нас закончится этот вебинар. После этого перейдите в YouTube, добавьтесь на мой канал, подпишитесь на мой канал. После этого расширьте или опубликуйте данный YouTube, данное видео на своих страницах, а также в постах своих. Тем самым сделайте очень много хорошего для людей. Люди же тоже нуждаются в этой информации, которую я даю. У моего сына день рождения 25 числа, 7. Аттестат в сумме 7, диплом 7, паспорт 7, номер телефона и тот 7. Что это? Если 7, то очень везет. Он счастливчик. Именно поэтому будет пер у него. Все в порядке. Если человеку выпадают 7, этот человек не должен объединять, этот человек должен управлять. Поэтому он должен управлять людьми, он должен становиться человеком-управленцем. Спасибо, Андрей Андреевич. Подскажите, что мне делать с подаренными часами? Подарок друзей им поперло, а у меня Анжелика. Анжелика, вам необходимо, как ни странно, вот смотрите, у вас есть часы, и эти часы, как вы считаете, привели вас к тому, что эти часы забирают у вас энергию или делают все для того, чтобы не везло. Вы можете эти часы привести на морской курс и отдать мне их, я с ними помогичу и отдам вам, и в случае, если это крадник, эти часы, то тогда все вернется на свои места. У меня сейчас распутье, не знаю, где продолжить свою жизнь, и где начать бизнес, Россия или Америка, как это понять? Вам необходима Россия. Вам необходима Россия. Вам Америка, Наталья Лобанова, не нужна. Можно ли носить кулон в виде шестиконечной звезды? Конечно, это улучшает отношения по отношению к человеку, и люди начинают хотеть с ним рассчитаться. Так. Медитация на зету для сна. Есть один потрясающий метод саморегуляции человека. Я в силу своей работы очень часто сталкиваюсь с людьми, у которых есть нарушение ритма сна. Высокий темп жизни, стресс и плохое питание приводят к истощению центральной нервной деятельности и приводит в итоге к бессоннице. Чтобы быстрее заснуть, необходимо проводить данную медитацию. Лежа с закрытыми глазами, необходимо представить большую английскую букву Z зеленого цвета, сплавающей перед вашим лицом. Достаточно сделать это несколько минут, после чего можно перевернуться на другой бок и смело засыпать. Если не получилось после одного раза, необходимо повторить еще раз. Обычно на 3-й раз дает очень высокий коэффициент или процент помощи, и человек очень быстро засыпает. Инесса Иванова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Смотрю ваши вебинары несколько месяцев. Прохожу вашу первую и вторую ступень бесплатно, старые версии. С супругом хотим приобрести ваш семинар про коды. Очень нужно для здоровья. Угу. Подскажите, пожалуйста, будут ли работать коды в этом случае? Да, и шумы и коды работают в этом случае. Что мне делать, если меня постоянно пытаются обнять как-то на работе, коллеги, женщины? Я прекрасно понимаю, что они при этом что-то пытаются перенять, ибо у меня сразу портится настроение. Что при этом надо себе говорить? Вы не принимаете мир, поэтому вас тошнит, если вас обнимают. Уберите у себя амбициозность и обнимайтесь. В случае, если человек обнимается и боится, то тогда у него можно забрать. А если сам несется в объятия, то тогда он сам забирает. Вы понимаете, это такая особенность. Будете бороться, не справитесь.
Андрей Андреевич, как пройти посвящение? Ставим указательный палец перед собой, делаем вздох и дотрагиваемся к колбу, закрываем глаза. Делаем вздох и дотрагиваемся к колбу второй раз. Закрываем глаза, делаем выдох. Открываем глаза, делаем вздох. Закрываем глаза, прикасаемся к колбу, делаем выдох. Открываем глаза. Все, кто это делал, может считать себя учениками первой ступени и учениками школы. Омахум хахохри, омахум хахохри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри. Поздравляю, вы являетесь учениками школы. Уважаемый Андрей Андреевич, спасибо за ваши знания. Шум для везения помог сдать экзамены в ГИБДД. Коды помогают. О, поздравляем, Оля. А что мне делать, если меня постоянно пытаются обнять? Ответил. Очень рада видеть вас в таком веселом расположении духа. Так было интересно сегодня наблюдать прямой трансляции, как вы готовились к вебинару. Магия. Спасибо. Давала ссылку ваших денежных практик, как вы же и говорили в этом видео. Как ни странно, только немногие их посмотрели. Непонятно, почему я пересматриваю и учусь в вашей школе. Вот так. Я очень рекомендую взять первую ступень школы Кайлас и порекомендовать своим близким, которых вы знаете. Или написать, или пост этот выставлять там один раз в неделю на свою страницу, или просто опубликовывать его на общем информационном поле YouTube, не YouTube, а, допустим, Facebook или Одноклассников, или еще какого-либо, в какой-либо социальной сети. Таким образом, вы и мне поможете, и себе поможете, и тем людям, которые в дальнейшем будут в школе. Вот скажите, среди вас есть люди, которые обучались первой ступени, второй ступени, вообще обучались в школе? Скажите, вы сожалеете о том, что вы пришли в школу? Напишите те, кому помогла школа. Напишите, правду ли я говорю, что школа изменилась до прохождения ступени и после прохождения. Если да, напишите да, мне школа помогла. Если нет, напишите нет, я никому не рекомендую. Галина Бондарь спрашивает. Андрей Андреевич, дочь хочет поехать за границу на работу. Стоит ли ей ехать? Стоит, да. Пусть едет, заработает. Это не бесплатная первая ступень. Попала в общий доступ. Это обновленная, платная. Может, какая-то ошибка. Там все-таки необычная информация. Ну, я ничего не могу сказать. Насколько я знаю, у нас обновленная первая ступень 30 часов. Если вы считаете, что один урок 3 часа это является обновленной первой ступенью, вы ошибаетесь. Это один урок из обновленной ступени. Вы должны понимать, что такое ступень. Ступень это 30 часов или там 20 часов информации. Как влияет фото умерших родственников на живых, если они совместны? Никак не влияет. Могут находиться где угодно. Нашу недвижимость уже 10 лет сносят. То одни, то другие фирмы предлагают цену, заниженную в 6-7 раз от оценочной стоимости. Если эзотерические методы, чтобы могли договориться. Есть это трезубец. У вас дома должен стоять трезубец. Также используйте методы, которые я даю. Особенно вот вчера давал в тибетской магии. Можете приобрести семинар. Я там давал метод, как сделать так, чтобы все делали, как вы захотите. Подскажите, пожалуйста, при отправлении какой код можно читать? В каком отправлении? Куда отправлять? Что отправлять? Отправлением чего? А что мне делать, если меня постоянно пытаются обнять? Ну что же это с этим обнять? Не могу продать квартиру. И бабочек сажала, и ключи теряла на время. Подскажите, пожалуйста. Отвлекитесь от этой квартиры. Вы слишком очень хотите ее продать. Тогда, отвлекшись от квартиры, вы ее продадите. Смотрите, как много людей пишут. Да, мне школа помогла, да, помогла, да, школа помогла очень, да, помогла, да, помогла, да, школа помогла, да, школа помогла, школа очень помогла, Малышева Ирина. Да, помогла, очень помогла школа Кайлас, помогла и помогает, конечно, помогает, однозначно да, мне школа помогла. Вы сегодня какой-то другой, особенный, смотришь на вас и радуешься жизни, как хорошо и спокойно становится. Спасибо, что вы есть. Я долго искала учителя, и я его нашла. Ой, спасибо, так приятно. Жизнь моя изменилась после прохождения первых ваших 2 ступеней. Я нашла работу быстро. Поздравляю, ура! Я бывший ювелир, оказался семьей в деревне, где нет никакой работы. Подскажите, скажите, стоит ли мне пытаться раскручивать бизнес по ювелирке? Владимир, я бы хотел, чтобы, если вы из Украины, свяжитесь со мной. Я бы хотел начать работать с человеком, который умеет заниматься ювелиркой. Мне это очень интересно.
Сегодня невероятно интересный позитивный вебинар. Школа мне очень помогла в жизни. На 5-й ступени моя цель пройти все 7 и попасть на морские курсы. Ага. Конечно, это произойдет. Я вам даже можете не сомневаться. Огромное спасибо, что встретили вас с мамой. Очень меняется жизнь не в хорошую, а в великолепную сторону. Главное продолжить усилия. Ура! Светлана Орфанова. Мне школа помогла. Если дар есть, но спит, как развивать, с чего начать. И хочется наработать силу паранормальную. Проходите школу, иначе никак. Скажите, пожалуйста, если слушать шум в наушниках в комнате, в которой спят дети, это как-то повлияет на них? Как ни странно, да. Да, всем рекомендую, низкий поклон, спасибо. Школа очень помогла, я рада, что здесь. Да, мне школа помогла, и здоровье материально улучшилось. Видите, как много людей пишут. Сегодня невероятно интересный позитивный вебинар. Школа мне очень помогла в жизни. На 5 ступенях моя цель пройти все. Спасибо огромное, спрашивает Наталья Князева. Буду работать над пси-энергией. Иду вперед, очень хочу много познать. Но внутри иногда страшно. Может, я все себе нарисовала. В плане эзотерики моя жизнь. Подскажите, пожалуйста, спасибо, ответ. Да. Многое изменилось в жизни. Да, проходите. Эзотерика – это путь. А как любой путь, то, вот смотрите, у меня был такой пример в моей жизни. Однажды я путешествовал в горах Тяньшаня и, поднявшись на определенную высоту, мы там находились по религиозным идеям, то есть я туда ехал за религией. Были проводники тибетцы. Эти проводники, они сразу предупреждали, что путь будет сложный. Зачем вы туда идете? И вот я могу сказать, что первые 2 дня мы шли. Было очень тяжело. Когда пришли, то проводники говорят: вы отдыхайте, спите. Холодно было, мы позаматывались в эти пакеты. А на следующее утро, когда проснулись, у всех была депрессия. Сразу же идеи были такие: зачем мы туда идем? Какой смысл в этом всем? Для чего мы вообще поднимаемся? Ну, поднимемся мы на гору, из горы плюнем, и что? То есть зачем это вообще необходимо? И после этого утром у всех одно и то же состояние было. То есть когда утром проснулись, то большинство из тех людей, которые там находились, несмотря на то, что заплатили достаточно большое количество денег, после этого вернулись обратно в лагерь. Я и еще один человек, мужчина, вместе с этими 2 проводниками решили дальше продолжать путь. После этого продолжали путь и продолжали его еще 2 дня. Когда поднялись к этой горе, я могу сказать о том, как я воспринимаю это сейчас. Отказаться от этого пути мог каждый, но поднялись лишь единицы. Это как в эзотерике. Вы понимаете, в моей жизни было так много раз возможностей отказаться от чего-либо, что я начинал. Даже если взять тибетскую формулу. Я ничем уже не занимался. Игорю Мачеренко передал магазин ювелирный, который находился, станция метро Дарница. Это мой магазин, я его построил, подарил. Разогнал свою компанию, распустил охранников, распустил бухгалтеров и уже ничем не занимался. Решил, что я буду отдыхать длительное время перед тем, как я вообще начну чем-то заниматься. Даже решил из Киева уехать, потому что очень много людей меня знало, встречало на улице, так как бизнес был связан с большим количеством людей. И решил переехать в Винницу. Когда в Винницу переехал, меня там совершенно никто не знал. Там начал себе потихонечку жить. Там даже начал проводить там какие-то ступени школы. Там по чуть-чуть там занимался уже эзотерикой. И в какой-то момент меня осенило, что я хочу делать препараты, которые будут сделаны из лекарственных растений. То есть какая идея была? Лекарственные растения создадут лекарственные препараты. Хотя эти препараты будут сделаны из растений. Таким образом, мне хотелось создать альтернативную медицину, которая бы могла помогать человеку, потому что он будет лечиться фактически лекарственными травами и их экстрактами, просто получая это в виде таблетки. После этого я это объявил своей семье, а также своим знакомым, которые сразу же мне сказали: ты что, с ума сошел? Ты видел, какое количество БАДов? Тяньши, Виши, тысячи компаний только в Виннице были. И ты собираешься, украинец, на украинской территории, из этих растений, собираешься делать БАДы. Я говорю: да, мне это очень вдохновляет. И после этого все сказали, что если ты это начнешь делать, если ты начнешь этим заниматься, это будет бредом, это вообще никому не будет нужно, у тебя никто никогда ничего не купит, зачем ты вообще этим занимаешься? Потом я начал это делать.
Даже человека, которого я снимал помещение, он все время приходил и улыбался. И говорил: ты что, БАДы будешь выпускать? Я говорил: да. Ты что, сумасшедший? Да полно БАДов, лучше пойди купи себе что-то. Вот куча всякой работы, но, говорит, ты из всего выбрал самое-самое невыгодное. БАДы это вообще полная чепуха. Лучше делай таблетки какие-нибудь. Я говорю: нет, я хочу БАДы выпускать. Чем это все завершилось? Когда эти люди говорили, конечно, в мою душу закрадывался сознание неуспеха, я тормозил, но мне очень помогало мое упорство. То есть я все равно смело и все равно с верой, и все равно настырно это все продвигал, по маленькому шажку это все пер, и итог оказался хорошим. Я могу сказать, что этот итог в очередной раз доказывает, чтобы вы понимали, чем я занимался в своей жизни. У меня были рестораны, я занимался продажей продуктов, у меня были супермаркеты, ювелирные супермаркеты, ювелирные магазины, опт ювелирных изделий. Я возил одежду из Турции, мясо из Польши, продавал, сдавал в аренду и продавал недвижимость, и продавал землю, и там что в моей жизни только не было, и тендерами занимался. И я могу сказать, что всегда это происходило успешно. Почему? Потому что нужно быть настырным и очень целеустремленным человеком. Когда все вокруг сдались, это как залазить на гору. Когда все вокруг поднимались на гору, то эти люди, они говорили: зачем мне это нужно? Но ты же в самом начале этого хотел. Так вот, я тот человек, который в самом начале хочет и хочет до самого конца. И это такая особенность. Я вам могу сказать: начали, не отворачивайтесь, прийти уже до самого конца. Но в этом есть и минус. У меня был магазин, который я когда-то открыл. В этот магазин только в ремонт бухал 60 тысяч долларов. Магазин не состоялся, а я не мог от него отказаться, потому что я его настойчиво продвигал. Но после этого вышла такая идея. В случае, если это не работает, необходимо сделать шаг назад. Поэтому сейчас я более научен опытом. В случае, если я только начинаю чем-то заниматься, это 100% не имеет успеха, то я делаю шаг назад и дальше деньги туда не вкладываю. Почему? Жизнь меня научила. Спасибо вам, Андрей Андреевич. Радуюсь знакомству с вашими работами и знаниями. Большое спасибо. Да, помогла и будет помогать. Ура, спасибо большое. Привет из Бухареста. Бухарест самый любимый город. Там все бухарестуют. Квартиру продала в течение недели. Следуйте рекомендациям учителя, что дает обряд раскрещивания, освобождения дает. Хочу вас благодарить за масло. Очень эффективно работает. Вот, видите. Действительно, какой-то особенный позитивный вебинар. Спасибо, Андрей Андреевич, за классное настроение. Если сможете, ответьте, буду очень счастлива. Первая попытка уехать на заработки за границу закончилась обманом. Стоит ли повторять попытки? Повторяйте, уедете, не переживайте. Накопление психических энергий само происходит от восхищения от школы Кайлас, от вашей модели отношений в семье. Сплошной восторг, и это достойно подражания. Я, скорее всего, буду снимать такие маленькие видео сейчас с морского курса, из своей семьи. Мне бы хотелось, чтобы люди видели, вот какая может быть жизнь, знаете. Сложился спор с сыном по поводу эзотерики. Он привел пример. Дубай. Видишь, говорит, что делает нефть и вся эзотерика. Работает ли эзотерика в Дубаях? Да, действительно, выглядит сегодня особенно. Вебинар на одном дыхании. Друзья мои, уж столько эзотерики, как в исламе, не существует. Почему? Пройдите мой семинар, который называется «Эзотерика в исламе». Вы поймете, что ислам — это совершенно такая тайная, очень мощная эзотерическая традиция, не религия. Накопление психической энергии. Ответил. Как правильно вести себя в церкви, если приходится там бывать? Я не знаю, как правильно себя вести в церкви. Также я хочу вам сказать, что я не христианин, не иудей, не буддист. И могу сказать, что данные храмы не посещаю. Также считаю себя невиновным в грехах Адама и Евы. Иисуса Христа Богом не считаю. Буду и там лам богами не считаю и так далее. Бог для меня один. Я считаю, что Бог на небесах. После смерти я не верю в суд и в ад и так далее. Таким образом, вы сейчас общаетесь с человеком невежей с позиции религии. Поэтому, если вам это не нравится, то, скорее всего, мне с вами не по пути. Ну, живите с церковью, она вам поможет. Но я хочу сказать вам такие слова. Я еще не встречал человека, который бы вылечил заболевание от того, что он 10 лет ходил в церковь. Вылечил, ну, можно со мной поспорить. Можно сказать, да, заболевание не вылечил, зато спас душу.
Тоже очень сложно идентифицировать. Все ли люди, которые верующие, спасут свою душу? Скажите, пожалуйста, для женщины какой браслет из вашей коллекции покупать, золотой или серебряный? Да, правильный вопрос. Смотрите, золото – это в случае, если вам люди не подчиняются. Золото носят те люди, которые хотят, чтобы им подчинялись. Серебро. Серебро – это плюс, это то, что называется магнитом. Женщина, которая хочет, чтобы к ней магнитились, должна носить серебро. Серебро приумножает, прибавляет. Золото управляет и властвует. Получается, это два разных принципа. Получается, если вы управляете бизнесом, носите золото. Если вы объединяете людей, если вам необходимо создать коммуникации, то вам необходимо носить серебро или белое золото. Андрей Андреевич, при отравлении какой код читать? Код при отравлении. Там такой есть. Дезинтоксицирующий такой есть там код. Подскажите, пожалуйста, если другой эзотерический способ избавиться от ненужных насекомых, кроме того, когда брать этих насекомых в руки. При одном только виде комок в горле очень помогает избавиться от насекомых. Это сейчас есть такое растение, называется оно, сейчас я скажу, оно как раз сейчас растет. Сейчас, одну секунду, я попробую вот так зайти. Я сегодня как раз о нем читал и очень быстро смогу найти. Эх. Гортензия. Необходимо взять клубни гортензии и после этого их разрезать и положить в места, где находятся насекомые. А вообще сейчас есть оборудование, это специальные шумы, которые устанавливаются, которые отгоняют которые отгоняют насекомых. Также можно купить ароматическое масло с запахом помидора. Если вы найдете, можно купить отдушку с запахом помидора и ей побрызгать, она убирает любых насекомых. Это проверено. Помидор устраняет. Насекомым не нравится запах помидор. Подскажите, пожалуйста, где сыну лучше построить бизнес, в России или в Китае? В Китае. Тоже хочу на морской курс. Очень хочу до конца. Скоро дойду до конца. Спасибо огромное за ответ. Все работает, особенно на других людях. У меня, значит, все тормозит низкая пси-энергия. Таки да. Как можно обезвредить 0 в дате рождения? Построить пентакль гармонизации и обезвредить 0. Поменяла место работы, вышла из депрессии, повысили на работе, дочь выиграла в суд, эффективность налицо. Спасибо огромное, вы очень помогаете. Чем я, как эзотерик, отличаюсь от эзотериков, которые есть сейчас? Одни эзотерики, которые существуют как бы на общем горизонте, они связаны с тем, что они где-то послушали, что-то там придумали и пытаются это продвигать. И в итоге получается малоэффективная система. Я стремлюсь за высокой эффективностью. Для меня эффективность является номером 1. Также я обучаю именно эффективности. Именно поэтому школа занимает одну из самых лидирующих, наверное, позиций в области эзотерики, которые есть сейчас, наверное, на постсоветском пространстве. Я могу сказать, что на этот год количество учеников не только увеличилось, оно увеличилось в сотни раз. Оно просто в сотни раз увеличилось. Сейчас не бывает ни одного дня, чтобы я в Киеве вышел, и чтобы кто-то со мной не сфотографировался, или кто-то не подошел, или кто-то не сказал: здравствуйте, Андрей Андреевич, я вас смотрю. Обычно это выглядит так: здравствуйте, моя мама вас смотрит, можно с вами сфотографироваться? Вы понимаете, это круглосуточно происходит. Сегодня в кафе подходили, спускался с кафе, на ресепшене девочка сказала, что меня знает. Зашли к нотариусу, нотариус меня смотрит. Выходили от нотариуса, шли обратно к машине, женщина стала: вы тот или не тот? Я говорю: если Дуйко, то это я. Точно, точно, вы Дуйко. Анатолий Михайлович. Я говорю: да, так и есть. Ну вы тот, который лысый. Я говорю: ну так, вроде ж да.
Купила у вас первую ступень, на данный момент изучаю. У меня 4 сына, но со вторым сыном отношения с каждым днем ухудшаются. Он мусульманин, проповедует ислам, хочет, чтобы я тоже начала молиться, носить хиджаб. Как мне наладить с ним отношения, посоветуйте, пожалуйста. Рисуйте мысленно на груди шестиконечную звезду и сделайте так. Представьте, будто у вас из ног идет огромное количество нитей, и прорастите этими нитями в тело вашего ребенка. После этого он будет вас обожать. Все. Чем больше нитей, тем больше с вами связей. Таким образом не будет вас травить и не будет вас уничтожать. Любая религия, она очень быстро способна сделать из человека несчастного человека. Также ей недостаточно этой религии сделать несчастными только одного человека. Именно поэтому она простирает свои руки на близких. Именно поэтому я очень часто говорю, все было бы хорошо с религией, если бы она не мучила тех людей, которые живут рядом с верующими людьми. Просто если бы они были вот тихо, интимно, милосердно там молиться за души других людей, ну и хрен с ними. А также они лезут ко всем, знаете, они лезут, вот сам ходит вонючий, беззубый, гадкий, нехороший человек, всех обсуждает, критикует, ненавидит, и при этом еще вас Бог спасет, давайте срочно со мной. Ну ты себя видел вообще, разве так можно? Такое количество гадостей мне написал, мне один человек написал, ты будешь гореть в гиене огненной, там, я не могу тебя называть даже человеком, ты низшее существо, собака, шакал, там, урод, дебил. После этого я перехожу на его страницу, и оказывается, что это пастор, не пастор, настоятель храма, вы представляете, который живет в Российской Федерации. Я не мог поверить, как человек, который исповедует христианство, одну из самых милосердных религий, умудряется быть вот таким человеком. Но это что же в его душе находится? Это что, экзорцизм какой-то, подселение с ним? Женщина была Анжела, она мне писала ВКонтакте, она мне написала: Андрей Андреевич, здрасте, я с вами училась в школе, она была моей одноклассницей очень давно. Но все, чем вы занимаетесь, это зло. Вы должны покаяться, прийти в церковь, помолиться, а также найти в себе истинную душу, потому что без Иисуса Христа у вас там души никакой не получится и так далее. Я ей пишу: Анжела, скажите мне, вы уже давно в церкви? Она говорит: ну вот, я в церкви уже более чем 25 лет. Я ей пишу: скажите, а как у вас дела в семье? Она: я не замужем, у меня 3 детей от разных мужчин, меня выгоняют сейчас из дома, я болею сахарным диабетом. И ты хочешь после этого, чтобы я шел и за тобой? То есть Анжела хочет, чтобы я шел каяться, чтобы я был таким же, как Анжела. Она пишет: зато моя душа будет спасена. Так ты сейчас живешь в аду, зачем спасать душу? Однажды, обмакнувшись в какашку и делая это ежедневно, человек становится пирожком. В середине, как фарш, находится он, а сверху находится какашливость. Таким образом, вот эта грязь, которую человек накапливает на протяжении своей жизни, она не делает его чистым. Она проникает и в середину человека, вы представляете? Поэтому, когда человек начинает заниматься особенно эзотерикой, и у него вокруг все рассыпается, разрушается, вокруг все рушится, то это первые звонки того, что не стоит этого делать. Я в восторге от вашей школы. После первой ступени 2013-го магия денег ушла в свой бизнес и получила машину в подарок. Пишет Наталья Лобанова. Умничка. Ольга Мюллер. Гармонизация 0 в жизни рождения находится во 2-й ступени обновленной. Или что-то путаю? Да. Скажите, пожалуйста, что дает обряд раскрещивания? Обязательно нужно происходить? Не обязательно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ученица школы. Подскажите, от чего часто возникает дежавю? Дежавю говорит о том, что вы скоро заболеете. И нужно обратить внимание на здоровье. Дежавю — это нехорошо. Это предупреждение того, что что-то случится. Поэтому дежавю — это нехорошо. Стоит ли мне менять настоящую работу? Ждет ли меня там успех? Не стоит менять. Успех вас не ждет. Ношу ваши фото с собой. Зачем? Всегда помогает даже на операции. Можно так. У меня есть жена. Спрашивать нужно у нее. Ну, как хотите. Не создай себе кумира. Есть такое слово Иисуса Христа. Иисус Христос сказал: не создай себе кумира. При этом все являются... никто не слышал то, что Он сказал, и сделали из Иисуса Христа кумира. Все непонятно вообще.
Изменилось очень много, продолжает меняться. Люди, не бойтесь, обучайтесь эзотерике с учителем Андреем Андреевичем Дуйко. Благодарю Бога, что встретила такого человека. До встречи в Трусковце. Жду с нетерпением. Ура, пишет Вера Кириндясова. Соломея Очеретна. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ко мне переехала жить племянница. На фоне резко поднялась температура перед днем рождения. Какими из школьных методов лучше восстановить здоровье? А каким определить, стоит ли жить с ней? Стоит жить с ней. Кто такой Крайон? Понятия не имею. Я могу вам сказать, там, ко мне обращалась женщина, она ученица школы УВЭЙ, Кравченко из Харькова. Она сказала, что на 5-й ступени УВЭЙ, Кравченко сказал, что я являюсь учеником школы УВЭЙ и так далее. Могу вам сказать, я не являюсь учеником школы УВЭЙ, никогда не являлся, являться не буду. Также могу сказать, что там Ковалевы, Кравченки и так далее для меня являются прошлым веком. Мне не все равно. То есть там угрозы, которые я получал, приветы, которые посылали, это все ерунда вообще. Уже бы, если бы могли, уже бы, знаете, лежал бы, умирал и так далее. А так это все чепуха на постном масле. Никто не отбирает у них их учеников, их вот этих ораву людей и так далее. Да вообще все равно, вообще все равно. Я за их или нет, я в адвайте. Мне вообще все равно, чем занимаются люди. Если чем-то плохим, это вообще не мои проблемы, пусть занимается прокуратура. Венера Ахметова. Будет ли посвящение работать в запяти? Будет. В запяти будет. Оксана Петрова. Нет, я ходила в церковь, молилась и мыла там пол. Было очень плохо, больше не хочу туда. Система не работает. Еще и пол мыли. Теперь с этим надо справиться, теперь замуж не выйдете. Однажды помыв пол в церкви, ты не сможешь выйти замуж очень долго. Один раз моете, 10 лет не выйдете. Если 2 раза, 20 лет не выйдете. Это обряд, его нужно потом убирать. Андрей Андреевич, вебинар супер, я под впечатлением, ура. Дорогие товарищи, спасибо. Подскажите, муж занимается ремонтом тепловозов, отличная работа, обслуживает их во многих регионах РФ. Ему нравится эта работа. Заказали станок для обработки колес на вагонах. Ого, взяли кредит, но его уже полгода не могут сделать. Я очень переживаю, стоит ли работать мужу в этом направлении. Стоит, вы будете миллионерами, очень богатыми людьми, ничего не бойтесь. Скажите, пожалуйста, если не трудно, что меня ждет в сентябре? Изменится ли моя жизнь в лучшую сторону? Не изменится, ничего в сентябре не произойдет. Ой, сори. Наверное, хотели, чтобы я сказал по-другому. Андрей Андреевич, мужчина, с которым живу 4 года, предложил замуж, но он по роду работы в первом браке взял фамилию жены. Отличный мужчина. Она умерла от того, что ее избил ее отец, очень нехороший человек. Вот я теперь боюсь брать эту фамилию, посоветуйте, как быть. Если вы сейчас возьмете фамилию мужа, которую он взял у своей женщины, то тогда вы будете иметь энергию, которая связана с энергией рода вашего мужа, а не рода и его прошлой женщины. Все в порядке. Даже если она взята от жены. Школа Кайлас помогла устроиться на работу. Отлично. Хочу переехать в Краснодар, но квартира не продается. Может, не стоит туда ехать? Не стоит ехать. Дело в том, что бесполезно где-то жить до того момента, пока не найдете радость в своем сердце. Не ищите, где жить. Ищите радость в сердце. Правда, я говорю это серьезно. Ищите радость. Вот смотрите, вас злит, что человек, который рядом с вами сидит, чавкает. Вы этому человеку говорите, и он обижается. И сразу же такой вопрос. Почему этот человек чавкает? Надо же, и почему вы на него раздражаетесь, раз этот человек чавкает? Можно ли это как-то убрать? Если вы сказали это человеку, то человек после этого начинает очень сильно обижаться. И сразу же идея такая. Если Дуйко говорит, что во всем виноват сам человек, рядом с которым чавкают, то в чем виноват тот человек, рядом с которым чавкают, если рядом с ним эта сволочь чавкает? И я могу дать вам ответ. Виноват человек, рядом с которым чавкают больше, чем тот человек, который чавкает. Так ёханый, мёханый. В чем же этот человек виноват? Ответ в этом есть. Если вы только спросите у того человека, который чавкает, вот что я вас научу. Нужно у него спросить, что тебя раздражает в том моем поведении, когда я ем. И этот вам человек обязательно скажет, что
он все время терпит, что вы там, и начнется, там, ногтями берете еду, вилкой без ножа там разделяете пищу, облизываете тарелку, човкаете, там, ногой трясете, чешетесь, там, не знаю, ковыряетесь в чем-то. И у него это будет, просто это он переносит молча, а вы не можете молча переносить. Поэтому, когда вы очень сильно нервничаете на того человека, который чавкает, то тот человек до этого уже раздражался на вас гораздо чаще и длиннее, чем вы. Поэтому нужно у него спросить, что раздражает вас в нем. Когда он это скажет, то тогда вопрос будет решен. Никто не будет создавать намерения, и вы эти намерения не будете реализовать в виде действия. Проходите первую обновленную, первую ступень. Андрей Андреевич, подскажите, как поступить? Внучки поменяли имя Ксюша на Армине Цорик. Ого. В результате отец ее сейчас не воспринимает за дочь, не звонит, не заботится о ней. Нужно ли ей вернуть прежнее имя? Ну, конечно. Ну, конечно. Была Ксюша, стала Армине Цорик. Хорошее же имя было Ксюша. Ну, что это за Армине Цорик? Ну, Ксюша хорошее имя. Конечно, нужно поменять. Но вы должны понять, я не советую ничего. Я не имею права этого делать. Пусть это как бы мое мнение. Я бы для своей дочери поменял с Армине Цорик на Ксюшу. А вы там как со своей сделаете. Ну, не нужно делать так, чтобы я принимал вместо вас решение. Смотрю все вебинары и прохожу ступени с удовольствием. Настроение всегда улучшается. Слушаю с улыбкой на лице. Иногда даже громко смеюсь от вашего юмора. Недавно ученики школы сказали, что очень долго можно смотреть на 3 вещи. Первая вещь, как горит огонь. Вторая вещь, как кто-то работает, и ты смотришь. И третья, семинары Дуйко. Ну, это у них такое видение. Я даже не могу сказать, мне приятно или неприятно. С одной стороны, я даже переживаю. Я не делал школу Кайлас для того, чтобы были маньяки. Потом жить страшно. Жить страшно, потом преследуют там. Мы с одного места переехали в другое. Объяснить почему. Мы приехали инкогнито из Египта. Сделали это вечером. Значит, вечером мы приехали в 9 часов вечера. Я решил забежать, там в квартире не было еды. Я говорю, сейчас быстренько зайдем. И купим что-нибудь покушать. Я зашел покушать, купил. После этого на следующий день захожу в магазин в 2 часа дня. А там люди идут за мной и как будто что-то покупают. После этого я останавливаюсь, поворачиваюсь, одна из них: да это вы, Андрей Андреевич? Я говорю, да. Здравствуйте, я говорю, здрасте. Ой, пожалуйста, мне очень нужно, проконсультируйте меня, у меня ребенок, там и то-то, то-то. Я говорю, да, хорошо, вот это. Она говорит, а вот еще моя соседка, ее тоже проконсультируйте. Я говорю, хорошо. Она говорит, ой, большое спасибо, мне очень нужно и так далее. После этого я вечером захожу в этот магазин для того, чтобы водички купить. Рядом со мной точно так же ходят люди, я поворачиваюсь, и человек мне говорит, здравствуйте, Андрей Андреевич. Я говорю, откуда вы знаете, что я здесь? Он говорит, дело в том, что у вас в подъезде работает женщина, и мы узнали, где вы живете, и попросили ее, чтобы когда вы приедете, она нас набрала. Я говорю, ужас какой, это же нечестно. Получается, теперь люди знали, где я живу. После этого дошло до того, открываем с Соней дверь утром, потому что там что-то шуршит. И я утром встал рано, в 7 часов выхожу, открываю дверь, потому что у меня за дверью что-то шуршит. Стоит мужик. Я говорю, здрасте. Он, здрасте, Андрей Андреевич, у меня проблема с половыми органами. Я говорю, и что, у вас такая сложная проблема с органами, что нужно шуршать перед моей дверью в 7 часов утра. Он говорит, я ждал, когда вы выйдете, чтобы не нарушать вашу семейную идиллию. Я говорю, да что с вами, это же моя семья, но это же становится уже опасным. Ну что же это такое? Да, бывает. Ну и пришлось убегать от этого. Не знаю, как вы делаете, ничем не задеваете интересы людей, у вас свое мнение. У кого-то подошло, кому-то не подошло. Согласен. Вы делаете, все работает, с чем было не согласна, нашла у вас подтверждение по жизни. Хочу на морской курс, очень, но долг не отдают, может как-то эффективно забрать, кроме бутылки. Носите на своей шее янтарный шарик. Если человек носит янтарный шарик на своей шее, то ему всегда отдают долги и хотят это сделать. Чем больше шарик, тем быстрее.
Спасибо вам за ваши ответы, пожалуйста. Я из России, бывший ювелир. Оказался зимой в деревне, где нет никакой работы. Пожалуйста, скажите, стоит ли мне пытаться раскручивать бизнес по ювелирке? Стоит. Мне очень помогли ваши советы, знания. Иногда ситуация, когда не знаешь, что делать, но вспоминаешь ваши слова, и все становится на свои места. Вы даете уверенность и учите не опускать руки. 13 лет работала в банке, 2 года не работаю, так как переехала в другую страну. Открыла фирму по ремонту помещений. Подскажите, пожалуйста, получится у меня или зря я все это затеяла? Оно у вас получится, но медленно. Вы, как я рассказывал, с горой должны будете идти вверх. Также вам ни в коем случае не нужно делать это с партнерами. Делайте все самостоятельно. Это хоть и тяжело, но в вашем случае приведет к очень хорошим результатам. Андрей Андреевич, вы говорили, что если не прошли обряд мертвых душ, то бесполезно заниматься эзотерикой. Ступени будут, приобрела первую обновленную. Мне может или не помогает, но в семье есть улучшение. Муж 2 года не работал, сейчас нашел работу, хоть долго и не нашел. Ну, чуть-чуть не понял, что вы сказали. Ну, хорошо, что помогает, все в порядке. Итак, может быть такое, что после 26-го СНГ материальная составляющая как будто ухудшилась. Спасибо. Нельзя. Не бывает такого. Хочу работать на себя, но не могу определиться. Подскажите, какой бизнес у меня получится? Все, что связано с бумагой и полиграфией. Печать, там... Планируете еще горные курсы? Планирую. Скажите, пожалуйста, приобрел коды, хочу добиться успеха в риэлторстве, продаже недвижимости. Получится ли? Получится. Все, с вами был Андрей Дуйко. На этом заканчивается наш вебинар. До свидания. Если вам понравился вебинар, вы можете отблагодарить меня, нажав на кнопку «Поблагодарить АА Дуйко надо мной». Также я вам хочу сказать, что если вы перейдете после окончания вебинара, нажмете на кнопку YouTube, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что в дальнейшем я очень часто выкладываю информацию в виде вебинаров, которые не идут в формате школы, а также выкладываю отдельные отрывки из семинаров или просто записываю новые видео, связанные с эзотерикой, как выпущено было вчера. Это дайджест обсуждения эзотерических предметов. Я очень рекомендую подписаться, потому что тогда вам будут приходить сообщения о том, что на моем канале появились новые видео, и вы сможете эти видео смотреть и получать уведомления. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Мы есть в Instagram. Сейчас кнопка в YouTube работает. Можете добавиться в Instagram на моем канале. Перейти в Instagram школы Кайлас, также добавиться в Facebook в нашу группу, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. До свидания.